Андрей тихо. А стоит дополнение покупать? Или уж DS4 сразу? Здорово, народ. Ну чё, продолжаем мы проходить Dark Souls 3. Сейчас будем боссу, старому демону какому-то по жопе надавать. По чуть-чуть. А стоит ли дополнение покупать или 4 DS сразу? Да, я не знаю, я взял. Был скидон, я взял. DS4 это у нас то, что Elden Ring выходит. В конце февраля. mr.toaster. DS4 это как? Мне кажется, и к 4 DS там тоже будут дополнения потом. Ну, в смысле, которые к Elden Ring, короче. Потом тоже будут дополнения. Как без них-то? По-моему, ко всем частям Dark Souls дополнения Хидетака выпускает. Ладно, что, погнали. Погнали мудохать этого клоуна. Как раз у меня душ всего пятихатонька. Не так будет обидно просрать их. Отключил я, значит, после стрима вчера вот эту баллисту. Раз, наверное, 10 помер, пока туда бегал. Там мобы жесткие. Что наверху, что по дороге. Так что, теперь ничего не шмаляет меня. Все тут, в принципе, обобрал, кроме крабов. Крабов мочить не стал. Ну их нахер. Они так бешеные. Так, давай, добегаем. Макс, привет. Здорово, Макс. Ну, слушай, четвертушечку я ему накаканил уже. Пока он нахер ничего не успел сделать. Давай, пей. Пей, Астус, блин. Я его особо не вижу. Где я вообще? Понятно. Сейчас как долбанет. Слушай, ну он довольно-таки жирный. Пизда мне. Я где-то под его ногами нахуй подох. Ничего, сейчас мы заколбасим. Здорово, Киря. Шляпа чернорука. Или чернорука, хер его знает. Киря Илвай. Приветик. Так, ну давай еще раз. Короче, нужно максимально быстро к нему подбежать и навалять ему урона, пока он еще только встает. Это как бы первостепенная задача. Встает он долго. Ага, встает он, блядь. Он как бы уже на ногах. Да, смотрит он, конечно, прилично, а жира до хера. Киря Илвай. Лайк занес. Поставил стрим и пошел сам готовиться к стриму. Спасибо за лайкот. Тебе тоже там удачно подстримить. Что там у тебя сегодня? Так, не жадничай. Оп. Истуйся, тряпка, я у него половину уже снял. Твою мать. Ну давай ты быстрее. Как у него долго эта анимация проходит, а? Киря Илвай. Край-звезда прокат. Киря Илвай. Бля, пизда мне походу. Я нихуя опять не вижу себя. Вот это дерьмо у него по площади. Сука. 1 хп. Твою мать. Пей это дерьмо. Пей это дерьмо быстрее. Сейчас мы его ёбнем в честном кумите. Пока он отключки, надо нахлобучивать. Ключи потрох. Ну, быстрее. Нормас, отлетел. Ух,
Ну неплохо, ну неплохо. С 2 траев я его ебнул. Короче, он опасен тем, то, что он хлопает по площади в основном. А так, в принципе, ничего такого. 27 тысяч дали. 27 500 даже. Ну, нормас. Сейчас мы его еще душонку хлопнем до кучи. О, 28. mr.тостер. Отбил яйки демону. Да, как говорится, с новыми силами его яйца улетели в сапоги. Причем со 2 трая. Я думал, он у меня немного побольше времени займет, на самом-то деле. Но я бы эту тесту схлестал просто как конь вообще. 10 штук высосал. С учетом того, что он у меня накачан на плюс 6 вообще. Давай отдохнем у костра. Хотя, давай, наверное, портанемся и пока Андрей Тихонов. бабки Вы есть. видели? На мост зайдешь и сразу нападут сзади. Аккуратненько. Да, я знаю, там ебучий крокодил за тобой несется. Это я видел. Пиццу полирил себе, вот этот иритил. Я знаю то, что там какая-то стена, короче, в конце моста, и типа за ней можно скрыться, крокодил туда не проходит. И я вот попробую, я не знаю, это прокатит или нет, прям через эту стену его ебашить. Не знаю, насколько это профит, но чё бы нет-то. Купил, кстати, ключик какой-то транды за 20 косарей, поднялся на башню, взял душу для этой обезьяны. Она типа снимает метку этой душой, черную какую-то метку. И теперь эта курва, надо было заранее, давным-давно еще этот ключ покупал, теперь этот падла, короче, просит, чтобы снять метку с меня. Она просит что-то, по-моему, 150 косарей душ. Я думаю, пошла она нахуй большими шагами, вот и все. Продать предмет. Макс Ланг. Да крокодиле главный хвост отбить и дальше легче. Да. Ну давай попробуем. Надо что-то продать не нужно. На пятихатку у меня не хватает. Качнуться бы. Что у меня есть за 500? Щит какой-то есть. О! Вот этого говна полно. Я тут пофармил трошки. Да, сейчас 1 уровень поднять уже, блин, 28 тысяч стоит. 28 тысяч. Так, ну и что, я думаю, надо. Силу я докачал до 40. Давай, наверное, жизу поднимать потихонечку. До 30-очки дойти, а потом стойкость качать. Хотя, по идее, важнее, конечно, стойкость. Ну, чтобы там перекатики, ударчики, всякая вот эта херня. Ладно. Жиза тоже не повредит. mr.тостер. Чтобы продать что-нибудь не нужно купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Да. Давай, говорит, шарик, тебя продадим. Здесь бы можно было бы кошаками форцевать, я бы с удовольствием парочку толкнул. Чисто в обмен на этот, как, ой, кошаками, собаками. Самое то, как бы. Душ поднять. Так, отсюда есть какой-то выход? Или это просто все? Вот туда. А, так это демоны все. Засохшие. Так знаешь, после пьянки, короче, на столе хлеб остается, короче, засохший, вот то же самое. И тут тусуется толпой. Никто не жрет, короче. А потом, блядь, выкидываешь полбуханки. Так, ну давай тогда портанемся, короче, сразу вылетел. Это типа финальная лока. Чтобы тут поверху не оббегать, а так, в принципе. Погнали. Летел в холодную долину. Сейчас яички поморозим. Потому что она мне ничего теплого не одет. Кстати, это первая зимняя локация. До этого все как-то в огне тут было все. Пышит все, горит все. И летел в холодную долину. Окей. Вот ты, если по прямой... mr.тостер.
А чё за сегодня ДС пройдешь, что ли? Да, конечно, ты что, упал? Я еще, знаешь, сколько? Я даже половины, по-моему, не прошел. Вот если ты отсюда бежишь по прямой до конца моста, откуда тогда появляется этот здоровенный крокодил? Крокодил, да. Откуда он появляется? Он с крыши падает? Да нет. Так, ну почесали, короче. Прям до этого. Не останавливаясь. Насколько стамины хватит. Хотя, возможно, тут эта штука уже не работает. Не, она есть. Она есть. А, и хуй тебе на. Он меня сожрал, пидор. Ля, какая крыса. Девальфо от bmb.gg. Добрый вечер. Здорово, Вольфут. Ага. Он, короче, попиздел и съебал. Так. Вот так тогда и сделаем. Костер запалим. Ахахаха. Костер запалим. Пошли крокодилду месить. Здоровенный крокодилда должен подохнуть. Кстати, тут что-то валялось. Крокодилда, маздай. mr.тостер. Да выживался. Ну, были все шансы. Я же не знал, что он исчезает. Были все шансы его замудохать прямо через эту... Какую? Ну, через эту стенку. А где крокодил? Походу, Геннадий решил всех наебать. Темный дух вторгается. Ну, давай, наебнем. По крайней мере, попробуем. Где крокодил-то, блядь? Вот это поворот. И крокодила нет, и духа тоже. Ну, вы, блядь, даете. Может, тут надо постоять? mr.тостер. Вуаль тьмы. По-моему, это вуаль наеба какая-то. Я не знаю. Где все-то? Принесите куклу. Ну, это понятно. Куклу-то я принес. Макс Лорак. Сломал игру. Взял вообще, блядь, все наебнул. Я, кстати, тут когда фармил, в текстуре залез. Подох там немножко быстро. Так, ну давай, блин, я не знаю. Попробую выйти из игры и зайти заново. Может, крокодил да появится. mr.тостер. Сломал чейни теперь. А как ее чинить-то? О, ёпта. Охуеть. Пока я тут в паузе ковырялся. Меня какое-то чучело, блядь, наебнуло. Вот. Да. Появился, в рот ебись, короче. Надо было вообще щит доставать. Вот мне больше интересно, куда крокодил дослился. Почему я хочу крокодила? Так, вот теперь, короче говоря, по-моему, тумана нет. Верните, блядь, крокодила. Тумана точно нет. Заебись, не поступает. Андрей Тихонов. ПВП тут еще та залупа. Ну да, конская причем. Но я так понимаю, то, что в ПВП там... Что там у меня было? 150 душ. mr.тостер. Души. Души-хуюши. Где крокодил? Надо было так его мудохать.
Чалька. Кто знает, как его обратно вернуть. Я как-то вот через жопу, нахуй. Тот не сделал там, блин, тут ничего не вовремя какое-то решение не принял, все пизда. Может из игры выйти, попробовать обратно зайти. По-любому же крокодил интересно. Комок заинденевшего уха. Может, заледеневшего? Мало ли, дебил. Ладно, давай попробуем, правда, выйти из игры. Попробовать еще раз зайти. Может, крокодил да появится. Он же не может просто так взять и исчезнуть, моб. Я его даже не убивал. Он же, по идее, не как особый какой-то босс там и так далее. Он вроде как моб какой-то обычный. Сейчас позырим. Наверное, я сейчас портанусь как раз возле вот этого... Как его, блин? Фонтана, короче. Сейчас еще раз бегаю туда. Глядишь, может, крокодил появится. Хер знает, может, надо что-то сделать где-нибудь, покрутить что-нибудь, чтобы он появился. mr.тостер. Заледеневший это во льду, а заиндевевший это в инее. Я не знаю, я не слышал никогда такого слова. Индивевший. Заинивший, может быть, как-то поближе все-таки будет. Не знаю, нету крокодила, пошел он в жопу, короче. Дебильный моб с дебильными правилами. Андрей Тихонов. Да уж все, забудь. Ну и ладно. За него, по-моему, 10, да, дают? Андрей Тихонов. Самый умный. Да. Максимально. Блядь, ты подожди, где-то тут ступеньки еще одни были. Или меня проглючило. Только одни, что ли, ступеньки? Ну да. Тут ничего. О. Этого чувака я пропустил. mr.тостер. Меня просто в гугле не забанили. Скр, спасибо за donation. Скр, thank you for donation. У фонтана не все. Собак, или вы у ног моих сели? Бля. Весело. Тут прикольные мобы. Спасибо, Серега, за рукава. Спасибо. Слушай, ну тут мобы уже веселые, кстати, прям на лестнице. Давай еще раз. Он какой-то лютый хер. Давай хоть эту штуку соберем. Там кто-то вот так вот говорит. Чем тут их двое? Он заморозку накладывает. Серега, всем привет. Очереди не дали к началу прийти. Что за очереди куда? В этот какого? В гипермаркет алкогольный. С этой стороны не открыть. Короче, за одного у нас этого хлопца дают косарик. Ну, такое себе. О, летит.
Козырь дивный. А тут угадал мужчина. 990 за каждого дают. Все, больше никто нападать не будет. Короче, выжидаем прям с щитом, выжидаем, пока он закончит свои эти атаки. Ну, и говорит, повернись к лесу задом, ко мне передом. Да задолбал ты. По щам нахуй. До свидульки. Куда еще можно пройти? Давай посмотрим, что тут. Наверное, какая-нибудь мега башня. Большой осколок титанита. Я не знаю, стоит ли качать прямо вот это вот оружие дальше. До плюс 10, потому что типа есть пухи, которые гораздо прикольнее. Которые тоже потребуют прокачки. В принципе, пока справляюсь и не вижу смысла то, что как-то еще сюда вливать, вот прямо вот в эту пушку. Пока вроде палка и так лупит мобов неплохо. Так что пока пусть копится, а там посмотрим. Угу. Сколько у вас? Ну ладно, летит уже. Ну вот эту залупу точно можно очень легко забэкстейвить. У нее колющие удары, все. Она потом тупит 10 лет. Серега, ты когда за инди-ветскую часть пройдешь, будешь проходить огонь. Да, у меня 2 DLC-хи куплены. Ну там просто я все вместе как бы покупал. Какой козырный маг. Я взял, короче, там 2 DLC-хи и все это... Бля, ты охуел? Он откуда вообще-то? Он оттуда прям лупит огнем, что ли? Ладно, мы его подождем. Короче, все вместе у меня получилось что-то там 800 рублей на скидоне. С 2 DLC-хами. Как они врубаются, я пока особо без понятия. Но вроде как там одна в церкви включается. Там, где мужик раком стоит. Так, давай, вот этих ребяток раскидаем. А вот этот чувак, он по площади, походу, хлопает. Не попал. Снова не попал. mr.toast. А сколько всего DLS? По-моему, 2. Бля, нифига. На него удара 6, по-моему, пришлось. То есть он довольно-таки жирный. Сука, эти все идут и идут. Чё, блядь? Серега, там вперед метров 150 и налево будет иллюзорный пролет заборчика низкого. Это где? Вот здесь где-то? А он уже шмаляет, он сверху, бля. Пидорас какой, а? Бля, ну с луком мне, наверное, в него не достать. Тут их 2 к тому. Бля, надо обходить как-то, значит. А они сейчас мне чуть-чуть намандрючат. О, вот я до этого достану. Ну-ка, иди сюда. mr.toast. Шмалялка. Ну. А там второй со своей шмалялкой, кстати, стоит. Серега, дальше. Будет уголок типа полукруглого балкона. По пути вспомним. Хорошо. А второй же кто-то стрелял отсюда. Прям напротив. Уже, блядь, и нет никого. Но я вот эти сучьи копыта слышу. Но они вот самые противные пока мобы. Пизда, они еще и чем-то рыгают. Бля, ну вдвоем с ними что-то не очень хочется биться. Они могут замудохать. Серега, вон видно с подъемом по левую сторону. Угу, я понял. Бля, ну их 2. Ладно, давай поистусимся маленько. Погнали, рискнем.
наебнуть парочку. Ну, да, понятно. Надо разделять как-то. Да, естественно, я просто от него не упрыгиваю нахрен. У него атака, блядь, 20 метров. Хули, сейчас все заново. Короче, вот когда они вдвоем, это Барсик. Один сносит у тебя примерно где-то процентов 10-15 с одного удара. Вот второй тут же догоняет. Если ты нарвался на его прямую атаку, то тебе борода, короче, по пояс. Так, вот опять они толпой тут шляются. Серега-З. Не унывайте, пацаны. Не унывайте, пацаны, вы матерям еще нужны. Да, блять, он тут один может, в принципе, тебя замудохать, нехуй делать. Но главное ему начать вливать, короче, и тогда нормас. Ой, куколка, главное, он меня заметил, подходить не хочет. mr.тостер. А нам-то чё и тут страдает? Вот тупик. Блять, вот как? Уебаный, а? Сука, еще несется, блядь, за тобой. Ты смотри, какая гнида. Ну, если, в принципе, они замораживают, на них хорошо зайдет урон какой-то от огня, но нет. По мечам что-то ничего такого и нету. По скорости он примерно такой же, как и ты. Ну тут пинаться. Ну и все. И больше он не дал мне его пнуть. Бэкстеп. Серега-З. Он страдает. Пока нарвется запятая точка, мы кайфуем. Макс смеется. Да не, кстати, пока еще особо пердак-то не рвался. Бесит, конечно, некоторые моменты в плане том, что, ну, просто они, блядь, бесят. Но не так, чтобы, знаешь, там, ебать, пойду там, порежу себе жопу. mr.тостер. Рифма, мать его. А все, тут этого мага больше нету? Да ну, я не верю. Серега-З. И это я не пил, заметь. Надо, короче... Макс Ланг. Да, весело же. Надо их поближе вот сюда. Когда они вместе, они уебанские. Короче. Ну и все, пизда. Ты влетаешь тут же на кучу урона. Так-то он вообще типа безопасный особо. Не страшный, типа того. Подходишь его, ему дохаешь. Но попробуй сначала к нему еще подойти. Че? Наручи огненной ведьмы. Спасибо, не надо. mr.тостер. Ты сегодня весь день рифмуешь Акику. Что-то тут с этих выпало. Клеймор. Хуйня. Так, ну давай хотя бы те души заберем. Кстати, Андрюха говорил то, что здесь можно типа фармить души. Ну такое себе тут фармить души. Это надо, чтобы вот эти вот севляди с одной птичкой улетали. 18 косарей. Блядь, вот их надо как-то придрочиться. Надо разделить на двое. Иначе они вдвоем мне сейчас просто пизды отвешат. Давай попробуем с лука долбануть одного. Может придет. Но он там типа уже меня заметил. Иди сюда, говно.
О, заинтересовался. Подождем. Я думаю, мне места хватит. Серега. Рифмуй, не рифмуй. Все равно стримчатский класс. Рифмуй, иди сюда. Почему он уходит? Ты, блядь. О. Причем он какой-то странный такой замах делает. Рыцаря, сабля рыцаря понтифика. Он какой-то странный такой замах делает, в который у тебя окошко большое появляется. А некоторые без щита еще бегают. Мобы забавные, но, блядь, противные чисто спамом своим. Так, вот здесь ты, да, говоришь, короче. Кстати, там ящерка. Ну иди сюда. Стоять, сука. Есть. Я успел. Мерцающий титанит. Ну оставим этот титанит, короче, есть такой мечик там. Серега Эмергул, а ты на лечение косоглазия собрал? А то стрелы чет летят в забор. Нет, там еще не до конца. Я просто эту бич-полоску убрал. Что-то она меня подзаебала. Стрелы-то, они будут лететь. Ты, блин, ну вообще, в принципе, в этой игре сложно нацелиться, когда у тебя вот такой вот прицел, блин, на пол экрана, нахуй. Ты поймешь, в какую сторону у тебя стрела полетит. Ну, такая же проблема была и в этом. Стена тумана. Вот тут стена тумана. Угу. Все, Серега, я понял, о чем ты говорил. Но, погоди. Впереди отсутствует дверь. Как она отсутствует, если она присутствует? Мозги мне ебут. Ладно, давай сюда, короче, сначала сходим. Позырим, что есть. У меня тут как раз 6 флягов заветных. Серега. Да, с подсказкой проще. Проще, просто как бы главное не увлекаться. Ах ты, сука, рваная. Вот откуда он выскочил? Постоянно такая хуйня. Ну? Откуда эти бляди вечно вылетают? С него хоть что-нибудь упало? Не, он пустой как пробка. Кто-то вообще так орет дико. Как будто ему очко порвали. Ну, Макс, давай еще ниже. он же стоял в углу. Макс Ланг. Невнимательный. Да. Так и видишь тоже. Спускаешься отсюда. Вот отсюда спускаешься. mr.toaster. Открываешь консоль и пишешь CLLW1, потом присядь и пропиши CLLW0 и будет счастье. Понятия не имею, о чем ты. Может быть, надо проще нажать Alt F4. А обычно вот как, ты по идее, чё, как эта вся херня-то работает у Хидетаки? Ты обычно спускаешься, вот подобные лестницы, короче, ты, естественно, посмотришь на этот знак. Ты пока вот это вот считаешь, блядь, вот это говно, он здесь и тебе дерет тебя в сраку прямо, и все. И все, и Барсик. Кстати, впереди, говорят, толстяк. Какой именно? mr.toaster. Тот, кто понял, тот понял. Угу. Это бабка, что ли? Спасибо за donation. Thank you for donation. На внимательность. Спасибо, Серег, за сиськоверт. Так, давай-ка по-тихому мы спустимся. Бабку цепляем в этот. И мы пропердолим бэкстепом. Потом будем ебашить. Понятно. Бэкстеп на нее как-то не очень хорошо работает. Все, она не успела ничего скастовать. Саранча Дорис. Угу. Я хотя бы понимаю то, что где я сейчас выйду. Ветвь, видимо, древа. Это, видимо, какой-то или посох, или что-то такое. Скорее всего, оружие. Хотя, признай. Ладно. Все, я, короче, сверху опять появился. Давай дальше. По идее, где-то скоро должен быть костер.
Там еще какая-то дверь загадочная, которой якобы нету. Я хер его знает. Не, ну прикольная локация. Прям это, зимний Bloodborne, короче. Кстати. Возможно, нычка. Нет, хуй там. Член снеговика тут, не нычка. Ладно, пойдем дальше. Вот что это значит? Впереди отсутствует дверь. Но это же на дверь похоже. К чему эта надпись? Я вообще не врубаю. Где вон там толпа уже стоит, ждет. Может быть, здесь отсутствует дверь? Я тогда вообще вот эти вот некоторые послания не понимаю. Где отсутствует дверь, которой вообще нету. Пизду, короче. Вместе с дверями. Серега. Да это иногда неправда пишется, я думаю. В онлайне точно полно таких шутников. Ну да, типа пропали в жопе, там они бывает шутят вот в первых локациях. Прям юмористы, охуеть, короче. Так. 2 хода, 3-то получается. Еще калитка. Так, давай сначала к калитке. Ну да, тут сомневался. Может тут? Нет. Большой осколок. Ну, блин, я не знаю. Короче, по идее, да, дальше немного. Там должны попадаться мечи. Самый крутой меч считается в игре. Я, короче, вчера это дело прогуглил основательно. После 2 близнецов он выдается, этот меч. Но это, блин, почти в самом конце. Его типа затачиваешь на +5, и у него урон бешеный. Меч хороший, но он поздний совсем. Есть еще, короче, другие мечи, которые можно, в принципе, бафать смолами и так далее. Но они мне пока не встречались просто. Я вот думаю, стоит ли беречь ресурсы. С этой стороны не открыть. А пизды дать можно с этой стороны? Во, прям двоих. Нормально. Прилетел. Иди сюда. Подойди ближе. Я тебе что, на ухо шепчу. О, нормально. Это как вспомнился анекдот. Кудрявый папа дома. Ой, блядь. А, ну да. Он же нормальный. Бля, я походу запутался. Где был, где не был. Вон она же огненная ведьма. Мы еще как этой огненной ведьмы, как соберем сет. Серега. Нахуй не Что за нужно. анекдот? Ну, чувак что-то голый подошел к двери. В душе мылся. В дверь постучались, короче. Вот. А он подошел, и типа хуй у него напротив замочной скважины. Вот, а мужик наоборот заглянул в эту замочную скважину. Говорит, здорово, кудрявый, папа дома. Как-то так. Блядь, где я вообще? Это колуары, нахуй. Где ты? Я заблудился, короче. Надо поочередно. Так, все. Все, я сообразил. Отсюда, короче, поднимаемся сюда. Хотя, возможно... Серега. Интеллектуально. Да. Это высокоинтеллектуальный анекдот. Вот костер, кстати. Бля, ну эта локация просто расширяется потом. Здесь, если по прямой ебашить. Впереди враг, так что ведение жестокое избиение.
Это намек на босса? Да не, возле босса не будет костер, это определенно. Давай мы, наверное, сядем на бутылку. Потом отсюда, получается, надо двинуть туда, дернуть ворота, они будут закрыты, и мы типа их откроем, обойдя по левой стороне. По идее, так должно это сработать. Как-то так. Так, на этих ребят двоих похуй, они типа патрулируют. А вот здесь мужик может доставить дискомфорт. Тостер. У тебя уже скоро ЛВЛ. Да, я вижу. Главное не въебать его. Поэтому надо предельно аккуратно тут носиться. Вот по очереди бы их. Подожди, один сагрился, нормас. Что он делает? Меня вверх подбросили, что ли? Оригинально. Оригинально-то как? Чутлз. Оу, у меня оказывается Titanfall 2 в фоне. Запарила эта работа. Чё? Titanfall 2 открыт на фоне. Кстати, как Titanfall-то? Читай Titanfall. Ну, все, нормально. Давай, 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 давай. Мужик, иди в пизду. Бля, ну так-то и левел можно качнуть. Так, давай, короче, здесь мы все осмотрим. Кстати, вот эта броня падшего рыцаря считается самая нормальная, типа, в игре по весу, но неплохо, типа, защищает от огня. И, типа, я не зря качался. mr.toster. Тихон, ты тут. А он тихо на работу ушел. Говорил то, что у него там будет что-то полчаса посмотреть и все. Ну, типа, сегодня в ночь. Белазить, ходить, ездить. Серега. Устарела по графике, но дизайн и анимация ничего так. Я ранее не играл. Время пришло, призрачная стена. Наш кооперативный в основном, да, читается. Во-во-во, полетел он. Уячит. Я Шестоса захотел выпить сразу же. Громовой самоцвет. А вот эту как шняку взять. А, это отсюда надо падать. Я понял. Так, надо сообразить вообще, как тут все устроено, чтобы уже спокойно ориентироваться здесь. Призрачная стена, да, говорите? Ну давай. Кольцо власти над магией. Насколько у меня будет власть над магией? Серега. Я хз. Из-за работы прошел ток первые 30 минут. Вроде одиночно с сюжетом. Я знаю, что есть какие-то чуть ли не соревновательные батлы по этому. По Titanfall 2. А если я сюда пизданусь, то чё? Бля, ну любопытно же. Давай прыгай. Опять я где-нибудь в ебенях. А, хотя подожди. Не, все понятно. Короче, отсюда. Особо никуда не уйти. Потом, типа, в конце, ну или как-нибудь, я должен оказаться вот на этом балконе. Типа, локация соединится вместе. Здесь у нас закрыто.
этих ребят. Вот. Куйкаем прям тут. Второй-то будет. Вот. Все, и теперь надо, короче, это дело обходить с стороны костра, получается. Найти бы его еще. Так. А вот, нет, не здесь, слушай. Вот он, костер. Только и здесь еще ходы же, да? А, нет. А вот здесь. Впереди отсутствует, что? Отсутствует клад, но не останавливайся. Осторожно, бесцельность. Возможно, это подъемки. Слава бесцельность, понятно. Это подъемка. Давай, короче, сейчас портанемся. 32 куска есть. Лучше качнуться. Хотя, блин. А тут народу замесил прилично. По идее, потом туда надо идти. Ладно, там кто-то сидит, короче. Надо это. Того самого. Ну давай, пиздов. Ой. Ой, я так и подумала, что это ты. Рада видеть. Мне так и не удалось найти Горация. Но мой долг должен быть исполнен, даже если придется делать в одиночку. Ради детей, которых я знала, мир их душам. У каждого свои причины, верно? Прошу, возьми плату за мою глупую просьбу. И в знак защиты да осветит пламя твой путь. Кольцо злого глаза. Слушай, а, кстати, знакомое кольцо такое было в первой части. Что-то оно такое прикольное дает, я вот не помню. Поглощает здоровье каждого побежденного врага. Ну, там реген, но небольшой совсем. Не вижу, в принципе, смысла. Храбрости тебе не занимать, исполняешь долг в одиночку. Я могу тебя многому у тебя научиться. Да светит пламя твой путь. Давай еще раз поговорим. Ага, все. Там... mr.toster. Отхил. Да, как бы отхил, но чтобы нормально там здоровье поднять, как бы, ну то есть тебе, допустим, сделали один удар, у тебя слетело четверть здоровья, тебе надо врагов 10 положить, чтобы столько же восстановить, как бы. Ну, такое. Ну просто у тебя в инвентаре будет много места занимать и все. Свидетельство верности. Это что, кольцо, что ли? Нет. А что это тогда дали? Что это такое? О. Свидетельство, что синий страж изгнал темного духа. Очень, блядь, информативно вообще. Ладно. Какой страж? Какого духа? Что вы, блядь, несете? Ага. Еще и наверх можно подняться. Либо наверх, либо вниз. Пошли наверх. По идее, наверху лока должна закончиться на том... На всем, блядь. На что на том? На том, на всем. Одно большое нихуя как. Ладно, тогда вниз. А больше, кстати, вообще причем идти некуда. О, нычка. Список рыцарей. Я как позырим список рыцарей. Распознать рыцаря темной луны. Я сейчас использую, потом, блядь, кто-нибудь сдохнет еще. Ну его на. Подождем, пока не будем никого распознавать. Либо по лесу. Вот кто такой. А, понятно.
Это есть типа рыцарь темной луны? Гнида. Все? Больше никто не нападает? Атаковать из засады, понятно. С переводом, конечно, тут все хромает. Хотя, может, специально, знаешь, в виде прикола пишут подобные вещички. Короче, надо за вот сюда зайти. Угу. Кто-то молится. А он лютый, кстати. Чина. Все подохло. Камень утраты. Я, по-моему, такие собирал уже. Горящий осколок кости. Но это Эссос плюс 7 будет. Косточка возвращения. Впереди клад. Типа вот тут клад. Или... Ой, тихо, 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 тихо. Сейчас как ебанулся. Ладно, больше клада я, по-моему, я не вижу. Причем у меня, кстати, есть какие-то монеты, которые позволяют, типа, с большей вероятностью какие-то плюхи находить. Вот когда бы удобнее такие штуки применять? Он тебе указал пальчем. Ну, это понятно, что он указал. Ну, я все равно долбанул в стенку, на всякий случай. А вот это гнида. Серега, чё ты долго по апатитам шаришь? В замок же вход должен быть. Или путаю? Там закрыто. Я все подергал, двери все закрыты. Ходу в обход только надо. Вот эти пидоры, у них глаза светятся. И довольно-таки просто найти. Легко потерять, невозможно забыть. Осторожно, зверь. Кстати, впереди трое. Ну, собаки, да? Осторожно, жесткое избиение. Но собака стопудово справа? Да нет. Ну, выманим их. Нахер мне с тремя сразу биться, правильно? Морду одной-то я вижу. mr.тостер. Он с подветренной зайдет. Не знаю, я просто все эти всевозможные двери дернул, по-моему, тут все. Пока иду чисто вот по прямой, куда тащит. Как она укусила меня в щит, я не понимаю. Чара драная. Блять, чуть от одной псины не отъехал. Там еще третья должна быть. Кукри. И у меня теперь дохуя кукри. О. До свидания. Вот опять ржавая золотая монета. Собаки похожи на мою училку математики. Какую из школы? Или где-то другого учебного заведения? Батишный. Как говорится, я бы вдул. Так. Сюда как-то можно попасть? Но, видимо, нет. О, нихуя себе. Серега, с Курская с универа. Вот теперь, по-моему, я должен в замке оказаться. Да? Хоть не видно нихуя. Осторожно атаковать из засады. Ну понятно, он отсюда выпрыгнет. Куй куколка. Куй кукри. Там их четверо вообще стоит. Ничего не видно. Ага, лестница. Ёбнулся. Подожди.
Надо вот здесь сначала посмотреть. Давай-ка мы вообще вот так вот сделаем. О, уже гораздо лучше видно. Слушай, а там их до хрена. Тостер. Я же говорил, сзади решил зайти. А как еще? Как иначе-то? Только сзади и заходим. А, ну они тут сопливые. Это, короче, крысы местные. Правда, блять, их много. Ой, они прыгают наполовину здоровья. Погоди. Погоди. Серега, кто ж не любит сзади? Они, походу, сзади не любят вообще. Макс Ланг. Ахахах. Серега, заходите. Пускай не стоит. Двор нужно беречь с молодым. mr.тостер. Тот, кому заходит. Задний двор надо, да, беречь смолу. 5 пилюлей синий жуку. Макс Ланг. Тот, кого. Вот он и не любит. Бля, я вообще, кстати, потерялся, по-моему. Куда я спускался? Че, темно, блядь, ничего не видно. Давай хотя бы этих ебнем. Можно наверх подняться. Их сзади, блядь, аж двое. 4, но неплохо. Вот они, походу, сзади вообще часто любят заходить. Не, это какая-то дрочева. Какая-то пижня. Давай, короче говоря, факел хотя бы напялим. Потому что... Серега, темно, как на заднем дворе. Как будто смотришь в задний двор. У проктолога на приеме. Так, куда же я вышел-то? Осторожно наверху. А там уже, наверное, сверху все, что можно, упало мне на голову. Так, вот сюда я точно не ходил. Отсюда я поднялся. Правильно же. Вот он спуск. Угу. Серега, Здесь пролеты с бочкой. чужому прямо в душу. Не, как будто чужой смотрит прямо в душу. Прямо в душу заднего двора. mr.тостер. Вот до магии в игре додумались до фаерболов и до лампочки Ильича не додумались гупа нежить. Что поделать, у них мозг сухой. Так, ну давай наверх. Давай наверх, посмотрим, что там. Там, говорит, опасность. Вся хуйня. Не, ну слава яйцам то, что я этот, как факелок-то прикупил. Так. И чё? Все, спи, жена. Еще какой-то проход. Ну, по идее, здесь можно бегать. Так. Ах ты, ебаная эта гнида. Вот откуда он, сука? Блять, я аж чуть не отъехал от этого урода. Вот откуда он появился? Где он там был? Заднеприводной. Так, ну вот опять эти жердочки, блять, очень не люблю в Dark Souls, которых я проходил 1,5 целых. Не люблю по этим жердочкам бегать. Я не уверенно чувствую. Как будто больница. Пробую. Я осуждаю. Так. Ага. Купи. Ну там чучело он летает.
поворот. Ну и что я вообще тут тогда забыл? Бля, хоть что-нибудь интересное бы положили. Вот я сейчас стопудово этому педику пиздану, короче, и сам улечу вниз. Может, ну его нахер? Да, я думаю, ну его нахер. Короче, тут по балкам вообще брать нечего. Херня какая-то. Короче, два варианта. Можно либо вот сюда пойти, либо вниз спуститься, но, скорее всего, я это дело обойду. Шли, короче, вниз. Так безопасней. Че, где проход-то? Не, слушай, получается... Чувак лежит. А, ну вот, смотри, получается, ты оттуда падаешь, и вот здесь проходишь и опять падаешь. И можешь еще здесь двинуться. За всему маху. Типа мужика соберешь. И типа потом вот как-то внизу можно пролезть. Да, вот прям сюда. Понятно. Короче, двигаем наверх. Может быть, там что-то завалялось прямо где-нибудь в нычке какой-то. Двигаем прям наверх, короче, прямо оттуда пойдем. Все, сложил я это дерьмо все в башке. Это так, ошалун, а? Понастроят тут хуйни, потом бегаем, ищемся. Так, ну там все, да. Давай. Закрываем задний проход щитом. Вторую руку на Библии. Пошли изучать вот эту. Так. Угу. Ну и все. Ну, вот и вся любовь. Стоило вообще туда идти. Ладно, давай так. Можно даже стенку долбануть. Зачем мне, по идее, жизни тратить, а? Если я могу их не тратить. А уже поздно. Я как пизданусь. А, нормально. Слушай, он борзый какой-то. Он, по-моему, своих начал звать. И домой. Разрывающий самоцвет. 2 штуки. 40 тысяч. Кстати, собралось-то. Чем можно еще вниз бахнуть? Счет самоцвет один. Ну, не знаю, насколько они пока полезны. Там, наверное, для оружия куда-то можно запихать. Может быть, даже ставить кому-нибудь. Серега. На завтра билет до Кандалакша 4200, едет 30 часов. А до Ковдора не бывает билетов. Как тогда ехать? На машине только. Сейчас поезд не катается. Раньше еще можно было в Кандалакше пересесть до Ковдора на поезде. А сейчас отменили, короче, этот поезд. Пригородный, короче говоря. Блять, заебись. Взял, подох еще. Поэтому на машине катаются. Маршрутки, по-моему, еще ходят. Они как раз приходят и уезжают, по-моему, когда приезжает поезд в Кандалакшу. На машине или маршруткой? Причем маршрутка тоже не так давно начала туда-сюда шастать. Серега. Отвлек. Мой косяк. Да, нет.
Я почему-то ломанулся на 2 клоунов сразу же. Даже щит не поставил. Ну, нормально, сейчас этих можно просто пробежать, и они все равно за мной особо сильно не побегут. Главное вот так вот, пикируя между ними, вот пробежать, и никакого дерьма на трусах. А вот этих сучек надо точно, блядь, ебнуть. Суки рваные, а. Блядь, а у меня, кстати, вон куда аж души улетели, хотя я там даже не был. Да ебись они делают. Так нечестно. Я сдох, причем вот на тех ступеньках, хотя ты типа должен за 10 секунд до этого души свои терять. Это вот здесь вот где-то я должен их был, ну, сейчас поднять. Разводят, суки. Прям тут даже вообще никаким входом в замок даже не пахнет просто. Серегазе. По сути, в игре нужно каждого моба убить раз, чтобы забрать лут. В последующие разы тупо пробегать, если не мешают. Иди сюда. Стой, стой, сука. Есть, я успел. Это не так. Можно, конечно, да, пробегать, типа, но как же тогда количество душ собирать? Ну, они же типа стакаются, вся херня, типа. Так, а ну я там уже был. Мне там уже типа не интересно. Не знаю, там кто-то идет за мной, не идет. Угу, идет. Пидора какая, ну получается, Серегазе. за мной Ну, долго это бежал. право уже. Ну, не совсем, как бы, видишь, ты же, получается, когда фармишь, ты бегаешь только из одной точки в другую, и там бегаешь раз 50, допустим. А если ты подох Даман и 72. побежал... Салам, дружище. Здорово, дама. Если ты пробежал в одну сторону один раз, там подох, короче, и потом... Подожди. И потом, короче, пробежал еще раз, Серегазе. всех перебил. У меня в зале куриная тусовка. Сестра жены пришла. Как спастись? Но это я не знаю. О, какой какой красивый. Какой красивый моб. А колечко-то хуйня, кстати. Так вот. Когда пробежал еще раз, допустим, чтобы души свои хотя бы собрать, и перебил этих мобов, чтобы тебе паровоз за спиной не собирать, то, по-моему, нормальная тема. Это типа не считается фармом. Даман 72. Позвать кореша. Макс Ланг. Начинай разгуливать в семейках. Но главное пердеть и чесать яйца. По идее, это должно их развеять. mr.тостер. Дверь плотнее на балконе закрой. Там наперди, короче. Тогда можно просто нахуй угореть, короче. Надо хотя бы себе маленькую щелку оставить. А то так и отъехать недалеко. Блин, ну... Я не знаю, сейчас, если будет какой-нибудь босс, короче, то я просто могу душу просрать. Кто там уже? Опа. Опа, Степа. Теперь он точно не исчезнет, я это знаю. Прям этому Геннадию, блядь. И, типа, если первый раз его не ебнул, то вот тебе, пожалуйста, второй момент. Я ему хоть тряпкаю, нет? А таким макаром он у меня, сука, стамину отгрызает, я так понял. Блять. 40.
3000 могут улететь сейчас в пизду. А он сейчас будет уже на месте стопудово. Надо было его на мосту еще мудохать. Вот и чё. Либо хотя бы, чтобы за души не было обидно, брать и сливать их до его появления. Ну, можно было уже предсказать такой момент. Потому что если ты выходишь на большую площадь... Геннадий разбушевался. Да, потому что если ты выходишь на большую площадь и там подозрительно тихо, жди пиздеца, короче. По-любому кто-нибудь пизданется, и там какой-нибудь мега-дракон там на тебя. И будет откусывать тебе яйца. Ну, блять, дайте пройти. Да я не туда. Нахуй пошли. Как-то так. Я думаю, да, и эти тоже в пизду пошли. Давай, короче, где мои души? Сначала души, потом Геннадий. Притаился. Его нету. Он какой-то вездесущий, что ли, я не понимаю. С ним, кстати, мудохаться будет удобнее вот тут. Да, у меня тут скорости, потому что банально нету. Так, давай. Кувыркаемся туда. Вот так вот. Где этот залупыш? Иди сюда. Неплохо так он укусил. Блять. 2 раза зубанул меня, все, пизда. Здоровья нету. Он не оставляет тупо времени, чтобы отхилиться. Не знаю. С ним только на этом острове надо мудохаться. В воде ты просто нормально от него убежать не можешь. Ну и, естественно, уху надо, палку надо сжимать в 2 руки. Ну что-то Геннадий, кстати, борзый вообще. Он довольно-таки шустрый. Так, вот тут, по-моему, удобнее пробегать. Да. Они там все блюют, падают. Что такое? Тут тоже до свидос. Он кто-то, я смотрю, прям это по воде от него скакал. Бля, душа далеко. Давай-ка, наверное, мы будем биться с ним вот в самом начале. Пусть с перекатами будет тяжело. Но я хотя бы могу... Опять у меня укусил. Пизда, 4 здоровья сразу же. Я сейчас лучше, короче говоря, реализую, так сказать, по схожей цене. Потому что, ну, это пиздец. Я могу в следующий раз их просто не спасти. 40 тысяч неохота терять. Придется тудым-сюдым сбегать разок. Так-то, в принципе, есть резон вообще его с лука пострелять, допустим. Я не знаю, будет он забираться туда. Тостер. На возвышенности с лука стреляй. Так вот, скорее всего, так придется делать. Что-то он какой-то шустрый. Он 2 раза тебя кусает, и ты покойник. Так дела не делаются. Просто он, видишь, он же может еще в тупую на лестницу забраться.
Хер его знает, какой у нее там мувсет. Хотя, да нет, здесь он пролезет, если захотит. Давай назад вернемся. Эти ребята там пускай все тусуются. Сейчас по-быстрому. Ой, знаю, где-то тут проход. Как обычно, ничего не видно. Где? А, вот. Угу, да, вот сюда. Когда идешь в обратку, вообще путь не узнаваем просто. Угу. Короче, сейчас качнуться, а потом уже попробовать издеваться над Геннадием. Сейчас сначала попробую его пострелять, если нет, спущусь тогда. Попробую. Надо будет так мочить его. Скорее всего, на мосту, когда ты с ним бьешься, он более безобидный. Мне так кажется. Welcome home, speak then. Very well. Then touch the dark. Take nourish. Да. 30 косарей стоит поднять левел. Farewell, Ashen. Нашка остается. Вот это я еще дело собирал. И. Можно еще вот к этому гаврику подойти. Попробовать еще палку заточить. Не хватает. Семь штук у меня этого титанита. Ну и ладно. Так, ну чё, 15 тысяч, как бы, почему бы, да, не просрать? Все равно больше покупать особо нечего. Церковь Ёршки. Церковь Ёшки. Сейчас, получается, надо как-то выйти на середину, потом вернуться обратно. Кстати, уже на эти, как на ступеньки. Главное тех двух уродцев, короче, долбануть, которые ходят тудым-сюдым. Они могут у меня в жопу присануть. Так, не сюда, вот сюда. Сука, чуть-чуть застрял, короче, на вот этих вот бочках, и все. Сразу пару тычек влетает. Скр, спасибо за donation. Скр, thank you for donation. Минутка карусели. Карусель. Карусель, карусель. Это рукавчик для нас. Прокатись на нашей карусель. О, он сверху падает. Слушай, а не падает ли он с того самого моста, с которого ты играть начинаешь? Блять, и тут откуда-то появился. Так, ну давай смотрим. Залезет он сюда, нет? А, ну и все, короче. Пошел нахуй тогда. А, и он исчезает. Смотри, какая гнида. Серега, а чья с голосом озвучки? Защемила рукав? А тут рандомный голос.
Там сколько-то этих. Есть типа голос Стивы, голос Питера. Разные. Он это делает рандомно. Короче, не выйдет его пострелять просто так. Его надо мочить. Не, ну в принципе, чё, кувыркайся, да лупи. Так-то. Главное все это вовремя делать. Хуй знает, как он меня там грызет. Жопой, что ли? Блять. Он как-то очень детко оказывается сразу же у тебя за спиной, ну точнее поворачивается. Ты находишься у него вроде в жопе, где-то прыгаешь там, а он резко хуяк тебя грызет почему-то. Ну такое ощущение, что он напополам складывается. Я не знаю пока, как этого урода замочить. Будем, как говорится, посмотреть. Ну, стандартная херня, перекат, становишься за жопу, удар, дальше крутишься. Увыркаешься. Ничем не отличается, короче, от боссов других. В принципе, от боссов мало какое отличие. Зато бегать до него быстро научился. Так, ну это вот, ну, да, это единственный островок, где можно нормально вот с ним тут полупиться. Давай души забираем. Благо он дает мне это делать. Ну, хватай в цель-то. Нормально. Вот опять. Как он там оказывается, блядь? Я даже допить не успел. Больше одного раза лучше не бить. Я и так нихуя не вижу. Отходим. Хуй знает, ударил, нет. Почему, блядь, камера сбилась? Занат. Добрый вечерочек. Залетел с лайкосиком. Пожалуй, останусь тут у вас. Здорово, Оксанакс. Блять. Прям в меня грызанул, С ним сука. рядом, как в метро в час пик. Только выворачивайся. Ну. Ему пару ударов осталось. Как и мне, нахуй. Ну, давай в сторону, в сторону. Вот. Сейчас он отъедет. До свидос. Правый глаз понтифика. Какие-то глаза, блядь. Что это вообще? По-моему, это что-то с кольцом связано, да? Кольцо ведьмы нет.
Кольцо Фина. Правый глаз. По-моему, типа я когда-то должен был получить и левый глаз. Серегазе. У нас тут плюшки и другие вкусняшки. Никто не уходит обиженным, если не купит заранее это. Ну и ладно, короче, хрен с ним, с этим глазом. Давай посмотрим, что он вообще дает-то, что-то я так и не глянул. Усиливает атаку, пока она продолжается. Ну, типа, если ты спамишь ударами, то у тебя стакаются, короче, эти циферки, да? При урона. Ну, я не знаю. Нет, я думаю, херня это все. Пошли исследовать. У меня 3 фляжки целых есть. По идее, сейчас никто меня не должен особо кошмарить. Потому что, типа, мини-босс тут недавно был. Зеленоцвет, спасибо. Ну, туда причем надо ебать. Но если сейчас налететь на каких-нибудь мобов серьезных, то мне труба. Слушай, а я там еще, по-моему, ничего тебя смотрел, да? Там есть пару закуточков таких забавных. А может что-то валяется. А у нас мужчина очень херовенько бегает по воде. В первой части давали кольцо, которое позволяет тебе по воде нормально перемещаться, не останавливаясь, короче. Вот у нас, короче, 2 каракатицы тут сидит. Давай, короче, хотя бы если отъехать, то недалеко от костра. Сидит же? Вот, сидит. На этих, на водомерах похоже. Но она же Хидетака любит животных. Вот. И мужик валяется в виде личинки. Кстати, да, мерзкая хуйня, конечно. Мощное лечение. Это чудо какое-то, ну, чудо новогоднее, блядь. Но нет, я в плане том, что это, типа, чары там туда-сюда, которые вот синенькую полоску будут жрать, но чтобы вот это мощное лечение нормально поюзать, тебе, типа, надо там стопудово качнуть 200 тысяч, короче, этих уровней на интеллект и так далее. Впереди отсутствует клад, но впереди дыра. Дыра в смысле отверстие? Или просто дыра? Ну да, действительно, дыра. Ни хрена там нету. Кто такие записки пишет и как они полезны народу, я, конечно... Но, кстати. Такие же вещи у нас встречались в этом Death Stranding. Там тоже люди тебе писали сообщения, и типа ты их лайками мог поддерживать. Конечно, это все напускное, никто там никого не поддерживал. Цифры были рандомные, как бы, и так далее. Как и лайки, кстати. Ну, там веревочки всякие висели, там создание иллюзии, короче говоря, присутствия людей. Так вот. Тут, по идее, это все, я так понимаю, с Dark Souls взято. Какая подобная механика. Ну, даже это не механика, особо не назвать. Впереди бесцельность. Ну, просто, типа, ты можешь сюда добежать, уткнуться в стенку Серегазе. и сказать Кстати, спасибо. Выходит, Rainbow Six есть прочтен с коопом на 3. Правда? Ощущение, что это будет провал. Я, кстати, вообще, по-моему, последний раз я играл в Rainbow Six на первой плойке, по-моему. Она какая-то уже на тот момент там была чуть ли 3-я, что ли, может быть, там 7-я. Нет, точно не 3-я. Ой, точнее, точно не 7-я, но какая-то из этих. Ну, явно не первая, точно. Там все квадратненькое было. Ну, прикольно. Один вечер, знаешь, позабавиться. Впереди костер, говорят. И лжец.
Где пиздобол? Давай, короче, мы пляшки восстановим прямо на костре сейчас, да? Потом будем уже сюда зарываться вглубь. Там потому что надо еще один проходик посмотреть. С коопом была неплохая радуга Vegas 1 и 2, если не ошибаюсь, на ПК. С корешем гоняли норм. Но по идее нормальный кооператив, он в основном на ПК и есть. То, что сейчас кооператив на консолях как бы начал поддерживаться, в принципе неплохо, но по-моему местами он кривовато работает. В плане том, то, что пинги там и так далее. Я помню, как-то Apex Legends установил, ну короче орех, установил на этом как его, установил на 4-ю плойку, ну думаю, дай посмотрю, она все равно типа бесплатная. Вот, водомерки. Подожди. Дай посмотрю, думаю, типа все равно она бесплатная. Она как начала лагать, пизда вообще. Ну просто даже играть невыносимо. Нахер тогда она там сралась, я не понял. Зато бесплатно. Там, короче, сколько матчей я не запускал, причем в разное время суток. А еще какой-то одаренный бегает по садику с фонариком в садике без света за моим окном. Может, он маньяк. Так вот, короче, Apex Legends я пробовал запускать любое время суток. Ну, типа, пробовал днем, пробовал вечером, ночью пробовал. Примерно из 10 раз, короче, без лагов работало раза 2, по-моему. Все остальное лагает просто со страшной силой. Типа сервак походу не вывозит или с инетом какая-то проблема. Я так и не врубился. Ну, короче, херня. Впереди печаль. Ах, смерть, сожаление. Да нет тут ничего впереди. Впереди. Серега за Apex. Это же детский соревновательный супер тайтл сейчас. Ты что? Я вот в такой не играю. Пепел с экскременты. Я поднял. Я поднял дерьмо, короче. С пеплом. Кто-то курил, гадил. И потом затушил там бычок. Я же говорю то, что я просто этот орех как бы установил для этого. Ну, этот. Он, во-первых, бесплатный, думаю, чего ж нет-то. Вот. Так посмотреть, как эта фигня работает, почему люди в него играют. Я, кстати, не сказал, что он прям такой уж детский. Ну, просто, ну, обычный такой, этот, как его, бесплатный кооперативный шутан. Какие-то дети начали тут же добавляться, поэтому по-английски орать, короче. Ну, труба вообще, конечно. Ну, и что-то помойка. В принципе, как и все кооперативы. Ну, в смысле, которые бесплатные. Типа PUBG. Ну и так далее. Не знаю, кому-то нравится. Так, супца я бахну. Вот у нас. Серега за. Я пропустил. А ты Секира прошел? Нет, Секира я запускал, но я его не покупал. Я так чисто скачал, короче, запустил. Дважды где-то, пару дней я посидел, часа по 1,5, по 3 примерно. У меня не получается боевка, короче. Поэтому я и решил с DS-ки начать. Так-то соузлайки, они прикольные, как бы, и смотрится забавно. И все такое, но когда ты их наблюдаешь, а не когда ты в них играешь. Когда ты в них играешь, они тебя больше бесят, чем нравятся. Потому что криво все сделано. Ну, в этом, наверное, и есть сложность. Так, а все ли я прошел? Ну, в смысле, осмотрел. Андрей Тихонов. Тостер что хотел? Андрюха до работы добрался, что ли?
Так, подожди, по-моему, я куда-то не забежал. А, Серега. Хорошо. Продолжим нашу викторину. А призрак Цусимы будешь на плойке проходить? я уже ее прошел. Это, кстати, один из первых стримов, Моя дочь которые я... тостер. Ты в D4 будешь? Призрак Цусимы я уже проходил. На стримах она тоже есть. Самое первое, по-моему, я что на стримах-то прошел у нас? Days Gone. Потом я прошел 7-й Резидент. А потом Цусиму, по-моему, я проходил. Это я все стримил на плойке. На 4-й. Ну, запускать стрим на 4-й плойке, в принципе, неплохо. Но сам по себе вот этот вот интерфейс туда-сюда, вот этот запуск стрима довольно-таки корявенький. Не понравилось мне стримить с приставки. С ПК гораздо лучше. Сашо Срев. Привет. Шот непонятно ли? Здорово. Да, нет, все в принципе понятно. Впереди иллюзия. Вот тут. Серега. Все. Сорян. Посмотрел. Где-то иллюзия тут. Впереди. Может вот тут? Да нет. Хер его знает, где эта иллюзия. Короче, две большие ветки получились. Я вот здесь иду в подвал. Осторожно влево. Вот здесь я, получается, спускаюсь в подвал огромного какого-то замка. Бля. А там, где рыцарь стоит, я буду подниматься наверх, скорее всего, пока не упрусь. Пока не упрусь в тот балкончик. Сашо Срев. В принципе да. Но скажу, не иди дальше после кастрату. Почему? Начало другой локации? Спасибо за donation. Thank you for donation. Иллюзия обмана. Спасибо, Серега, за поддержку. Вот там, вернись в туннель, дальше перепутаешь кое-что, Сигвард погибнет. Все нормально, Сигвард уже подох. Ты мне тогда сказал, типа, постой, подожди, Сигвард убьет этого демона, и демон убил Сигварда. Сашо Срев. Не Сигвард, а Сиро Крис, извини, написал неправильно. Угу. Ну это же какая-то новая локация, правильно? Это, по-моему... Сашо Срев. Сиро Крису надо 2 раза отправить для грабит. Подожди. Подземелье и ретило, я, по-моему, сюда спускаюсь. И мне, типа, надо наверх. Вот костер. Да, подземелье и ретило. Я просто запалю тут костер, но мне надо, типа, назад. Можно даже, наверное, портануться. Потому что в подземелье ретила мне рано, мне надо типа еще завалить этого Салливана в самом Иретиле. Сашо Срев. Да лукай другое, зато верни сватунял и дальше, если не убивал понтифику Тамуду. Если не убивал понтифику, там Уду я не знаю, что это такое, но понтифику, по-моему, не убивал. Speak thine heart's Very well. Then touch the dark Hignari.
Сейчас мы тогда, короче говоря, посмотрим на там, где у нас рыцарь тусуется, черный. Farewell, Asher. То есть получается от костра и наверх через кухню. Эти вот все комнатушки надо пройти. Не знаю, там, насколько это все длинное. Подземелье Иритила. Нет? Сошел с рев. Да, Пантифукулон Салливан. Я вот не помню, как по нас понтифика выглядит. Ладно, все сейчас будет по порядку. Тут все равно все кишкообразное, так что. Правильно. Надо вот сюда. Сюда наверх, получается, я попадаю. Сошел с рев. Из туннел сделаешь срез и путь к Понтифику, и на один че до нева не попадешь. С туннеля сделаешь срез и путь к понтифику, иначе до него не попадешь. Подожди. Мы сначала в туннеле никакие не полезем. Я сначала вот здесь все осматриваю. Вот здесь, потому что есть ход. Наверх. Через кухню. Прямо вот сюда. Вот здесь сейчас мы будем осматривать всю территорию, а потом уже я полезу в подземелье. Пока вот там про срезы, то, что ты пишешь, я пока не понимаю. Это надо воочию смотреть, чтобы понятно было. Либо каждый шаг контролировать, но тогда это будет геморройно просто. Так, давай-ка мы этого мужика попробуем забэкстебить. Может, эти ребята, они лютые? Стоит он тут, наблюдает. Сошел с рев. Табло ты спока. Имел в виду, тут дальше путь к Понтифику другой нету. Хуя он мне долбанул. Просто все здоровье. Хрена, просто 2 удара, и у меня здоровье все кончилось. Вообще, в принципе, он мне с одного удара все вынес нахрен. Это, по-моему, кстати, причем был обычный его удар. Я не ошибаюсь. Он меня там никак не подкидывал, магии ничего не делал. Вот борзый. Хорошо, что я заранее сбегал и души хотя бы поменял. Ну, в смысле, реализовал. А то бы сейчас отъехал бы возле него, и там валялась бы 30-ка. А потом бы еще раз отъехал, и там уже бы ничего не Сошел с валялось. рев. Не подходи к рицарю, там сзади тебе засаду ест. Замани его с лука. Какая засада у меня там есть? Не совсем понятно, что ты имеешь в виду. Осторожно, стрелок. Кто-то будет стрелять вместо меня по этому чуваку. Или наоборот, против меня вон там чел стоит, который... По-моему, тут за меня вообще никого нет особо. Давай. Но они хорошо бэкстебятся всегда. Большой осколок, небесное благословение. Ладно.
Сошел с рев. Наверху два рыцаря. Я так понимаю, то, что они в меня стреляют, а не в него. Да, вот он. Херачит. Причем неплохо так лупит. Видение сундук. Он где-то тут? Нет. Можно наверх пробраться. Дать рыцарям по щам. Я бы почитал вообще, что тут написано. Ну ладно, по-моему, сейчас не очень в тему Сошел с будет. рев. Сзади картину проход есть для верху. Не знаю, по-моему, есть только обморожение. Никакого прохода я не вижу. Так, ну тут получается еще дальше все куда-то уходит. А нет, смотри. Бесцельность. Там. А тут просто наверх, и там дальше мы поехали, короче, дальше по локации куда-то перемещаться. Давай тогда к этим мужикам подойдем. Сошел с рев. И Нести завалим. на лестницу есть. Да, все, я понял, что за лестница. Серега. Хорошо идешь. Прям лыжи намазаны салом. Ну, видишь, локация незнакома, и поэтому Сошел с рев. Вернись. не очень-то они намазаны. Так, этого надо выманивать. По-любому. Потому что мне сейчас второй будет шмалять сразу же. Давай. mr.toaster. Та-та-та-та-та. Тихо, отходим. Серега. Значит, не салом. Блять. Сейчас и внизу этот рыцарь появится. Вот они мудовые, вот эти вот все рыцари мудовые. Солидолом. Все вот эти рыцари мудовые. Их надо как-то очень, блин, хитро обходить всегда. И всегда сзади, естественно. А так они выносят у тебя очень дохера здоровья, если попадает. Мне тут один перед этим, как он, перед баллистой вот один там стоял. В тлеющем этом озере. Перед двумя большими лестницами. Вот он тоже, он лупит просто нахрен. Сверху вниз, снизу вверх, под разными углами тебя херачит. Подкидывает воздух и просто одна-две тычки, и ты почти покойник. Двинутые рыцари. Сошел с рев. Рыцариядная азови. Но дальше тоже хардовое. Лифт срез, но тебе нужен другой лифт дальше до двери боссу. Я пока не Серьезно? понимаю, о чем ты. Криворук. mr.toaster. У него еще меч намазанный. Я пока не понимаю, куда бежать, но я когда изучу локации, я пойму, о чем ты мне пытаешься рассказать. Про лифты и так далее. Как ему между глаз прям. Ну, кстати, блять. Серега. Да они Имя жесткие, Булок нахуй. Сарина. Вот он съебывает всю стамину. Но попадается вот именно на этой теме. Давай, еще разок ему тресну. Хорошо, что предыдущий не возродился. Там у нас еще лучник, да? Большой осколок титанита. Угу. Ну тут он у меня стрелять особо не будет. Он, скорее всего, вместо лука сейчас меч должен достать. Поэтому надо его как-то забэкстебить. Чё камера его не берет?
Как повернется. Когда смог. Прям промеж было. Какое обморожение? Чё за хрень? Кто меня морозит? Да, наверное, он морозит. Той самой молния тебя лупит, еще обморожение может наложить. Но за них большие осколки титанита дают. Прикольно. Ее. Это тупо квадрат. Угу. Тут по-любому. Давай сразу смотреть, что она дает. Ру-ру-ру-ру-ру. Вот она. Усиливает контратаку колющим оружием. Я понял. Либо на нет. Не нахер. Я уже все сундуки проверяю. Молот Смоуга. Большая такая палка. Ну, он прикольный, конечно, но 45 сил, он 24 килограмма весит. Я сейчас просто буду как этот перевешивать. Прикольная такая дубинка. Его типа если раскачать, то можно охеренно по шарам бить прямо этим молотком. Как у Маски фильма, ну там был. Серега Эмергул, острый вопрос. Когда следующий стрим ждать? Завтра в 6. Это же, да? Да, у меня вот это было. Завтра в 6, потом, короче говоря, у меня смена с утра. Поэтому мы без стрима послезавтра. А, так это у нас получается в этих вот кадушках, короче, заморожение лежало. Я понял. Давай все-таки прочитаем, что это. Впереди сундук. Введение позиция для стрельбы. Ну, как же не долбануть-то туда? Ты перед работой стримиться решил. Ну, смотри, короче. В утреннюю смену, естественно, не постримить, но перед ночной, которая будет на следующий день, можно будет полобать в 8-й резидент. Покажет Бурундук или Омикрон. Чего? Тест твой сегодняшний, когда покажет Бурундук или ты о чем? Ну-ка поясни. Вопрос не понять. Осторожно, жестокое избиение. Я понял. mr.tost. Ты тест на корону сделал. А, об этом? А они даже ничего не прислали. А ты на корону не сдавал тест сегодня? Или на что? Сдавал. Они просто не... Блять, 1 хп вообще. Мне этот пидор там чуть не замочил. Серега 2 пизда. Сдавал, короче, тест. Они даже ничего не прислали вообще. Ну, если что не прислали, значит нормально все. Ах, я не успел. Я не успел щитом закрыться. Собака в тему вылетела. Прям под раздачу. Стоять. Да, блять. Тут же от другого урода прилетает. Нет, надо заныкаться. Ебать тут их. Еще и псины. Ну это опять подстава, короче. Причем досталось собаке, а не в этому уроду прилетело. Сколько их еще тут? Серега я не помню. Тесты на коронку бесплатные, чтобы выйти заработать. Да, бесплатно. Проходишь бесплатно, все ништяк. Правда, вставать надо в 6 утра. Это не очень.
И они там эту палку в нос запихивают так, что потом еще, блин, минут 20 слезы из глаз идут. Как-то безбожно они ее туда прям запихивают со всей дури. Как будто она тебя хочет пропердолить этой палкой. Так, что тут у нас? Какой-то лифт. Впереди короткий путь. Это мы потом откроем. Я так понимаю, короткий путь к этой понтифике. Искомой. Но давай мы сначала здесь осмотрим. Большой осколок титанита. Хотя, скорее всего, босс-то наверху будет. Да? Вот в этом здании. Наверное. Ну-ка, давай скатаемся. Я думал, что я вообще наверх Серега, поеду. а у тебя сколько начальников? Сколько? Начальник участка. Главный инженер. А, вот я где оказался. Потом что еще? Потом зам начальника участка. mr.тостер. Как грязью в деревне. Как говна забанить. Потом начальник участка. Зам начальника участка. Главный инженер и мастер. Считается тоже типа рангом повыше. Так что считай тоже начальник. Так. Блин, я не знаю, есть так-то резон. Впереди орда врагов, так что время пришло влево. Впереди скрытность. Вот эти, что ли, враги-то? Ну, не очень-то враги пока. Понятно. Влево, а что мне это даст? Ага. Блин. Серега, да. Как та картинка с жердочкой и птицами, какающих сверху вниз. Кто? Большой осколок титанита. Наверх. Сейчас мы типа должны выбраться как раз, где вот эти уроды стреляют. По идее так. Да. Ну и все, да? А, слушай, тут еще выше можно. Тут бомбы сидят. А, ну хер его знает тоже. У меня 4 фляги осталось всего. Серега, а отпуск у тебя 60 дней можно брать одним разом? Можно одним разом, можно на 2 делить. Без разницы. В принципе, по-моему, даже больше раз можно. Ну, типа, можно делить на несколько раз, сколько тебе там удобно. Типа, знаешь, там, допустим, сначала отходить на месяц, потом на 10 дней, потом еще там на 20 дней. Но, как правило, все делят... mr.тостер. Чисто пацики в пазике пивко пьют на ступеньках. Да, возможно. Ну, как правило, все берут отпуск типа либо месяц, либо 2. И все. — 62 календарных дня. Все оплачивается, дорога. В любую точку России. Серега, вот это лучшее, что есть на севере. У нас обычно максимум до 30 дней и не больше 14 дней за раз. Ну, это... mr.тостер. Ща по новым нормам нельзя брать по 20. Нельзя уже, да? Пялька. Но раньше точно можно было.
Щит рыцаря понтифика. Я не знаю, насколько он будет полезен. А может быть, это сзади? Что сзади? По-моему, вот здесь где-то будет срезка или что-то такое. Босс-то я уже вижу где. mr.тостер. Года 2 уже или больше. Угу. Услышал тебя. Босс я увидел, короче, где, но пока... Пока хочу вот прямо все осмотреть, чтобы туда не лезть потом лишний раз. Угу. Вот где я могу, короче, упасть и взять эту хрень и оказаться, короче, возле костра. Серега, я просто в душе не чаю. Как и куда можно 60 дней всунуть отпуска? Офигеть. Так а чё, просто люди берут и едут на юг отдыхать, допустим, на 1 месяц. Если родственники есть, то еще круче. В деревню куда-нибудь слинял нахрен, там тусуйся с коровой месяц, а потом месяц дома сиди, допустим. Кто-то ремонты делает, кто-то вообще шабашит, допустим, там начинает подрабатывать в такси. То есть у тебя отпускные потихоньку тратишь и еще заодно сверху зарабатываешь. По-разному все делать. Но мне вот, допустим, ну, пока, ну, чисто в силу возраста, наверное, пока вот целый месяц мне многовато. Мне достаточно отдохнуть 2 недели. Так, вот мы где что открываем. Я понял. С другой стороны, короче, мы откроем сейчас проход. Снова смотрим анимацию Bloodborne. Вот, да, у нас тут товарищ тусит, короче. Здесь у нас проход к костру. Так, я пока не отъехал. Давай-ка вот. Серега, я на 12 дней уехал. Это редкость за эти 10 лет. Максимум 2 раза было до 20 дней отдыха. Это было сумасшествие, какой кайф. Ну, вообще, как бы, на самом-то деле, как правило, на те же самые юга и так далее, народ ездит гораздо меньше там, чем на целый месяц. Допустим, ты на югах просто за месяц столько бабок просадишь. Поэтому все стараются 10-12 дней, как бы там, либо на какие-нибудь загород, ну, в смысле, вообще какие-нибудь курортные, да, эти приколюхи. Так, ну все, в принципе, я тут все обошел. Теперь можно вот здесь упасть. И уже спокойненько, короче. Так, подожди. О, нормас. Кольцо первенца солнца. Понятия не имею, давай пикаем, короче. К костру. Где он? Блядь, где костер-то? Серега, я готов. Пустите меня на 30 дней уехать. Мечта. А ты можешь накапливать, кстати, отпуск? Ну, типа, допустим, в этом году не ходил, но потом съездил сразу же на 30 дней. Так, вот он, костер. Блин, я не знаю, 26 косарей, не очень хочется тратиться. Типа еще 4000, короче, и я бы уровень качнул. Могу копить. Но более 14 дней не дадут. Это пососная тема, кстати. Но у нас тоже нельзя уже отпуск накапливать. Там есть у тебя какие-то там несколько дней резервных, но это не значит то, что ты там типа можешь, знаешь, 5 лет в отпуске не тусоваться, потом съебаться на полгода. Так не получится. Стабильно в год ты должен отдыхать 2 месяца. Ну, типа северный и все такое. Так, я, по-моему, не туда приехал. Хотя, подожди. Да верно.
более-менее. Подожди, нет, нет. МР.Тостер. Ты просто забыл, что такое жить без солнца, поэтому для тебя дико 60 дней. У нас сегодня светло было 3 или 3.5 часа было. И заметь, светло. Вот, надо еще выше ехать. Лет 5 назад Илья на 90 дней шел в ГОКе. Вот это был шок. Сейчас уже так не получится. Сейчас ты типа уже все. Если ты лимит свой исчерпал, короче, то все. Нельзя накапливать, нельзя ничего по идее делать. Блять, а как тут? Да, вот так, короче, ты добираешься по-быстрому. Через пиздюля и так далее. Бля, я успел, надеюсь, да, я успел похилиться. Я смотрел, как на НГ плюс 7. Оу. Это крутой чувак. Я сейчас очень много буду просирать. Я смотрел, как чуваки на НГ плюс 7 его лупили троем. Серега, не надо. Я свои 14 лет без солнца прожил. Или 16. Короче, вообще с ним нельзя жадничать. Максимум один удар он позволяет нормально сделать. Еще исчезает. Нормас. Да-да-да. Максимум одна подача. И то, если дотянешься. Я не знаю, есть у него вторая фаза или нет. Но скорее всего. Стоять. Да, пизда, он полетел, короче. Он еще отхиливается, что ли, я не заметил. А, он копию свою делает. Заебца, вот тут мне Барсик и придет. Теперь их двое. Нихуя не вижу, что происходит. Оу! Красота-то какая. Короче, ты половину у него сносишь, он все копию делает и тебя добивает. МР.Тостер. Надо его закружить по кругу. Ну так-то да. Кужуху обнял, приподнял, поставил, короче. Но. Я не знаю, как действует у него товарищ второй. Вообще нужно, блин, какой-то короткий путь найти. Покороче, хотелось бы. Долго бежать. Так, отсюда, по-моему, вот так. Вот этого мы чувака игнорим, получается. Упираемся в ворота, никого не дергаем. Да, нормас. Половина понятно, как фазы сшибать, но... Когда их двое становится, по-моему, что-то труба. Даже подойти не дал. Скоро, спасибо за донейшн. Скоро, thank you for donation. Блять, допить даже не дает, сука. Он хуярит и хуярит. Так, в сторону.
И главное не жадничать, вообще не жадничать. По чуть-чуть его ковырять надо. Серегаза. Что на подругу смотреть, что на Маргулиса. Оба вертится. Так, быстрее, быстрее, вливать надо урон. Не так. mr.toster. Не подруга слаще. Так, пацанам надо будет очень ебать сейчас внимательно. Тихо. Бум-бум-бум-бум-бум. Полетел. За жопу, за жопу. Тихо. Серегаза. Жаль, что и нет на перса такой. Почти, блядь. Чуть-чуть не дотянулся. Бля, ну будет охуенно, если у меня не будет второй фазы. А вот это вот дело плохо. Ну, подача одна осталась ему. Серегаза. Пей валерьян. Это все? Да, слушай. Понтифик отлетел нахрен с 2 траев. Серегаза. Не жадничай. Бля, ну жопа вообще. Он как бы прессует, но если ты за ним находишься, вообще не поебать. Вообще нормас проходится, слушай. Один из, короче, шустрых боссов. Тут их примерно 4, по-моему. Ну, не считая финального. mr.toster. Слабак какой-то он. Ну, ты видел, да, как я улетел в первый раз? mr.toster. ЛВЛ апни. Да, сейчас. Ты видел, да, как я улетел от него в первый раз, когда они начали там магией швырять в тебя и так далее? Серегаза. Да ты растешь, дружище. Вширь, как минимум. Ну да. Что не день, 100 грамм, а то и 300. Не, на самом деле, получается, уже подобных боссов варить, это прям не может не радовать. Так, ну и чё, давай портанемся. Чуть-чуть не хватает на второй. Но, кстати, я сейчас я сейчас души хлопну. Надо еще подойти к этому безногому чуваку, ну, который: Джонни, у меня нет ног. А твои гуки тебе их отрезали. Короче, надо вот к этому подойти. Посмотреть, на что можно обменять души, прежде чем их хлопать. У него может быть одна пушка такая, нужная мне. Так, дьякон и глубин. Не Ты то. можешь меня призвать в кап, если что. Умну есть ДС. Да, да. Если не будут справляться. Пока, в принципе, все хорошо проходится. Так, душа понтифика Салливана. У меня нужен... Угу. Ну то. Не подходит мне этот меч. Гигантский обычный колющий, скалирование у него идет от силы. Плюс ловкость. Так-то мне его позволяет таскать. Большой молот старого короля. Штука прикольная, но мне тупо не хватает этой. Сашо Срев. Если не купил кольцо за 5. Кто купил его?
Хавала, что ли? Я вот не знаю, вот этот вот, блин, меч, я не помню, стоит ли его брать вообще. Качать ли его стоит. Так-то они, в принципе, можно вот с каждым вот этим мечом, вот с этим вот гниющего дерева, вот с этим можно игру пройти, вот с этим можно пройти. Но они какие-то вот все, знаешь, не 5, не 6, короче. Вот с этим проходят игру. И даже, мать его, с этим проходят. Серега. Кольцо хавало на переносимый вес, вроде. Да, это я знаю, но у меня пока, в принципе, по весу нормас. Но если я какую-то одеваю другую пушку, типа вот этого, допустим, топора, то все, у меня перекаты накрываются. Потому что она как бы и весит 14 кг. Ну давай возьмем. Какие-то предметы нужны. А, душа заблудшего демона. Я не знаю. Тот, который у меня этого Сигурда завалил, что ли? Я не могу, короче, это кольцо купить. Как тот Сос Петрович. Вот это, чтобы купить, да, требуются дополнительные предметы. Можно, в принципе, вот это дело купить. Как бы и хочется, и коли здесь. А почему вот это нельзя? А, ну мне потому что по статам не позволяет его таскать. Вот это душа понтифика Салливана. Тоже двуручка. Меч правосудия. Он еще с магией какую-то штуку делает. Это меч скверный. Бля, ну хз. Да давай возьмем, ёб твою мать. Ну, не получится, значит не получится. Прокачать его, посмотреть. Выпускать пламя хаоса, выжигающее окрестности. Ну это понятно все. Я думаю, схватить дубину, не? Хотя, что, я не смогу ее таскать. Сашос Рев. Вагр, сумай топовой мечи не по 0 купай. Сашос Рев. Вот. Ворд это что? Ворд это тот чувак, который там сидит? Не совсем просто понял, что ты мне хочешь сказать. mr.тостер. Но выглядит стопудово дубина круто. Да, она здоровенная, но она много весит. На тот случай у меня, допустим, есть вот такой топор. Сашос Рев. Молот. Молот, самый топовый, мечи не Сашос Рев. покупай. У короля он. Какой-то молот у короля не покупать. Вот эту штуку, короче, то, что у меня в руках, если ее раскачать, она почти косарь урона дает. Вот так, ебнул и все. Это как бы прикольная штука, она... Но ее, по-моему, нельзя этот... Да, ее нельзя забафать ничем. Поэтому с мечами лучше, конечно, будет носиться. Меч скверный. Ну такое вообще. Сашос Рев. Во двух рук силу до 20 и пользуешь его, иначе 32 силу нужно. Я понимаю.
Так, вот я смотри, я, короче, меч скверный этот разжег. mr.тостер. Анимация долгая у меча. Так он мне и стамину сносит неплохо. Короче, я его разжег, и 161 плюс 92, это примерно 200 с чем-то у него урона получилось. Плюс он критует на 100%. По идее, еще поджигать должен. Но его типа надо заточить на что-то. Серегазе. Дрыщ. Да, раз, подожди, раз, два, и все. Он большой, базару нет. mr.тостер. 253. Сашо Срев. На взгляд мечи топовые, но иначе не стоит. Меч черного рыцаря Самаил Лучии. А я вот с тобой могу насчет этого меча поспорить, потому что, во-первых, он короткий, во-вторых, качается только до плюс 5, и его нельзя забафать. Вот и все. Потому что мечи, намазанные молнией, могут больше гораздо урона притащить, нежели мечи вот подобные, то, что у меня сейчас в руках. Ну вот как бы такой у него урон, но я не знаю. Я с ним в перегрузе по-любому. Да. И кольцо мне никакое не напялить. Сашо Срев. Не спори со мной, братан, не спори. Но я вчера вот, допустим, все двуручки посмотрел. Чувак показывал все двуручки в игре максимально прокачанные, максимально заточенные. И он показывал и объяснял, короче. Я вчера смотрел видос, полчаса Сашо идет. Срев. Он бакуется, не мажется, но урон достаточный. Он затачивать его можно только на плюс 5. Максимальный урон от двуручных мечей у нас дает, сейчас я тебе скажу, меч Лориана, который заточен на плюс 5. Плюс у него еще дополнительный урон идет от магии. Остальные мечи, вот самые такие более-менее двуручки, это изысканный лотекский меч двуручный, заточенный на плюс 10. И изысканный Свайхандер, тоже заточенный на плюс 10. Вот эти вот два меча, заточенные на плюс 10, они можно, если смазать смолой, либо тьмой зачаровать, они дают тебе урон. Все остальное будет херня. Что палаши, что вот все, ну там, то, что я там качал. Так что, чувак все подробно объяснил в течение получаса. Какие мечи стоит таскать. Это уже не касаясь каких-то двуручек, не касаясь обычных мечей, кос там и так Сашо далее. Срев. Да есть такое дело, но есть и другое, кто махается быстро и кто расходит волшпиману. Так вот. Тогда уже будем смотреть, насколько у тебя физуха раскачана, чтобы пользоваться этим мечом. Если вот он у тебя будет забирать почти всю стамину нахрен, да и все. Я вот специально, кстати, его оставил. Потому что он такое себе, далеко такое себе. Причем чел рассматривал не только мечи, а он Сашо еще... Срев. Ну, Хорошо болтаешь, но скажу более, стримеры бегают со черный меч. пускай бегают, кто-то вообще, блядь, с кинжалом проходит или с двумя щитами, так что чё? Будем равняться на всех? Надо вообще, я думаю, вообще пользоваться то, что нравится тебе. Где тут этот меч-то? Вот, меч черного рыцаря. Ну, во-первых, меч черного рыцаря. Видишь, у него скалирование. Ловкости плюс 18, это ладно. У него скалирование D стоит. И ловкость D стоит. Никаких дополнительных он тебе ни кровотечений не дает, ничего. mr.тостер. Меч ланскнехтов на двойном жаловании, имевший специфическую двойную гарду, в
которой малая гарда, называвшаяся кабаньими клыками, отделяла незаточенную часть клинка от заточенной. Так вот, он никаких Сошел кровотечений не Оставь кинжалов имеет, и ничего. прочее. Я говорю про начинающий. Начинающий? Так а начинающие или все бегают топовые стримеры? Или начинающие топовые стримеры? Я что-то не совсем понимаю, что ты хочешь сказать. Вот он делает 3 удара и сжирает всю Это стамину. я про Свайхандер. А, да и хер с ним, с твоим хандером, его еще найти надо. Кстати, по длине он такой себе, хоть и двуручный. По длине он коротковат. Вот, видишь, ни дополнительного урона магии, ничего нету. 3 подачи он может ударить. Андрей Тихонов. Пироман тупох на мечи. Ну вот, к тому же, да. mr.тостер. Образовательная минутка. Так что, я пока бегаю то, что есть. Сашо Срев. По-разному. Вишастиса короткие и быстрее мечи. Ну, тогда уже можно углубляться ПВП, ПВЕ, кому как удобней. Там кому-то нравится именно врагов подкидывать вверх. И только на этом он будет дрочить, потому что он может своего противника вверх подкинуть. Кому-то нравится прямо вот, чтобы он, короче, атаковал, спамил ударами. Кому-то кувыркаться надо. Плюс еще надо учитывать, насколько у него прокачаны другие скиллы. Потому что некоторые скиллы у тебя работают конкретно от силы, какие-то от ловкости. Это... Короче говоря, кому по мувсету какие нравятся, такие и лучше использовать. Вот этот топор, ну я знаю, что плюс, сколько там точится-то, по-моему, плюс 5 максимально. Вот он, бля, косарь дает урона. Просто с первой подачи почти. Про эту пушку не смотрел. Смотрел его все по двуручкам чисто. Вот это вот пососная. Вот это вот много забирает. Короче говоря, пироман топ. Да не только пироман, по идее магами всегда просто играть. Ну, как говорится, если ты играешь магом, то Dark Souls не проходил. Титанитовая чешуя им точится. Товарищ у нас этот. Ну, не знаю. В принципе, она есть, короче. У меня ее 5 штук. Сашо Срев. Да, и все шел болтаж, и тот мне давно известно, братан. Сказал тебе большой топор драконопорцу. Жди, его появится. Драконоборца еще завалить надо, чтобы он появился. До него еще дойти надо. Серега. Магом играть, себя не уважать. Слишком просто. Того. Я вот хотел вот что посмотреть. Меч скверный. 13 кг у нас весит. И у меня получается перегруз, если я даже убираю щит. Да. Это примерно уровни на 5 физухи мне надо поднимать, чтобы таскать его. Вместе со щитом на одном плече, ну и лупить соответственно. Либо прям вообще убирать. Брать его в 2 руки и вот таким вот макаром наваливать. Ну это такое себе. Ну 2 удара ты ему можешь сделать. Мне тупо им пользоваться, короче, стамина не позволит. Короче, таскаемся как привычно. Вот и все. Все это, конечно, здорово, но пока по мне не подходит. Потом, я не знаю, если только пофармить, побегать. Серега.
Если нужен такой меч, то и завтра натренькуем на тренажер, дырки гонять. Да, да, это надо, короче, фармить. Я так думаю. Качать физуху, чтобы спокойно уже таскать подобные вещи. mr.достер. Как по мне, нормальная у тебя ковырялка пока хватает. Так вот и я о чем. Пока справляюсь, пока ничего не требует, никаких там, знаешь, доп. Уронов магии, пока там у меня не идет там игра плюс НГ там, блядь, 10-15, там, 1000 НГ плюсом. Ну, по крайней мере, НГ плюс 7, по-моему, максимально. Сашо Срев. Кольцо для битвы о полном здоровье дано, ты редко будешь во полном здоровье. Зато кольцо зеленый цвет лучше одет, стамину быстро надо восстановить. Кольцо зеленоцветом у меня одето. Кольцо со здоровьем в полном. На удар Серега, тоже но одето. такой ковырялкой в живого человека позорно тыкать. Да не позорно, нормально. Пока справляется, пока ничего не требуется. Если я уже буду не справляться, я уже начну какие-то выходы искать по этому поводу. А так, нахер. Вперед невозможно. Почему? Сашо Срев. Одет или сари? Одето все, одето. mr.достер. А тут живых то нет. Опа, ящерки. Так, подожди, мы пока их пугать не будем. Давай пособираем, что есть. Ну, одна сейчас по-любому уберет. Если не две. Потрясающий. Серега З. А вот тут и подвох. Значит, не позорно, пока тянку не найдешь. Так, подожди, а почему? Сохранить игру. Она меня спрашивает, сохранить. Если я сохраню, тогда у меня не появится, наверное. Еще раз. Блять, ну ладно, давай. Давай выйдем. Пока меч со всем своим заданным справляется, боссы ковыряются, все проходится. Вот если я конкретно упрусь, короче, так что я буду мало очень сносить даже мобам, то тогда уже можно там качаться себе физуху, чтобы мечи здоровенные на пузе там таскать. Сашо Срев. Ящерку не появится, пока не идешь на люпи кайтер и вернись. Сашо Срев. Тогда она тут будет. Сейчас посмотрим. Попортуемся, посмотрим. Появится, нет? Ну, mr.достер. Минс ящерка заначит. стоять, сучка. Ну. Да, блядь. Надо было не 3 подачи подряд херачить, а сразу лететь за ней. Не, нормально, она появляется, значит не минус ящерка, сейчас мы все вытащим. Сука, как дурак за этими ящерками бегаешь. Причем она сразу же будет появляться. Тури, татури, татури, тури, тури. Где это? Вон она, сучка, стой. Да, блядь, что так далеко-то? Успел? Блядь, да нет, нихуя не успел. Ебучие ящерки. Появляется рандомно, походу, она. Что делать? Давай ловить.
Ты, Саня, говоришь, что 30 ящерок, да, таких на игру? Не густо. То есть 30 ящерок, ну это как раз примерно до плюс 5 одну пуху прокачать. Сашос Рев. Имел в виду, если посидишь на костра, она не появится, если выходишь из игру, то да. А ладно, я уже разобрался. А главное теперь эту курву поймать. И дать ей по щам. О. Блядь, не попал. Да твою мать. О, ништяк. Все, теперь я доволен. Что-то у меня так здоровье дохуя. Я, наверное, потому что босса завалил. Да. Может быть, это жук. Но сюда явно прыгать не стоит. Короче, это тупиковая тема, да, походу? Подожди, а я, получается, не отсюда пришел. Я вот оттуда пришел. Угу. Значит, вот на ту лестницу надо сходить, позырить, что там есть. Осторожно, роскошный вид. Да, прикольно. Это живые? Да нет. Сашос Рев. Когда бьешь ящерки, остановись на месте, тогда меч делает другой удар сверху, а иначе на ход он махается горизонтально. mr.toaster. Это а чё насчет эстуса вроде можно апнуть? Нет, уже все. Я уже поднимал последнее, что брал. Душа усталого бойца. Бля, они походу сейчас все поднимутся, да? Кто-то хрюкает, значит живой. Бля, такое ощущение, что я в другую какую-то локацию поперся. Подожди. Ты, короче, находишься на площади. И отсюда у нас ход, получается, идет вот сюда. Но он еще и вот сюда уходит. Сашос Рев. Надо по Спина порядку. дальше сверху кидает огненные шарики. Сейчас посмотрим. Что там, кто кидает? Серегазе. А мои куры уснули. Жена со вчерашнего обеда до 4 часов утра сидела в Sims 4. Ну, Sims это дело такое. А если залипнешь, то надолго. Пока это ты все там построишь. Угу. Это, короче, какие-то чуваки из Ковенанта стопудово. Типа, если в него вступить, то они тебя трогать, сука, не будут. Я так понимаю, кто-то из них меня шары кидал. Фаербольщики сраные. Что это за черти вообще? Они хотя бы это, типа люди. Ну какие-нибудь биомутанты там, я не знаю. Ну вот и второй отъехал. Доранские копья. Типа за одного 5 дали? Слушай, это неплохо. Есть еще такие? О, они наверху.
Так, все бы осмотреть по-быстрому. Главное не отъехать. Ну и все, давай наверх. Серега, а чего ты в онлайне не играешь? Игроки в ране Ковенанты прикольные же записки их читать. Или ты в онлайне? Ну вон, видишь, вторгается тут кто-то уже. Нахуй. Кто-то влез, короче говоря. И сразу же умер. Чисто повезло, потому что я на нее сверху с ударом упал. А так бы эта бабенция, скорее всего, ломанулась бы меня убивать. Либо кого-то еще. Но я смотрю, тут уже прям какой-то онлайн начался. Лол. Че какой лол? Локация, впереди иллюзия. Локация, короче. Причем я даже не понимаю, где я нахожусь. Они не пишут, точнее. Ну, типа, знаешь, там площадь такая-то, допустим. Тлеющее озеро. Хер знает где я, короче. Просто типа завалил босса и вот сюда. А чё к чему, непонятно. Может, мне типа рано сюда вообще идти еще. Мне главное на DLC не нарваться. Сошел с рев. Там, где я убил 2 ящерки, арену для перешести. Зато будет и другие игроки вторгаться. Пускай вторгается. Сейчас всем пизды дадим. Вот эти вот швырялись. Серега, это разве не Анерланда? Но я надписей никаких не видел. Анерлонда по-другому выглядит. Он потому что выглядит как Анерлонда с первой части. Тут что-то другое. Ладно, пока всех не захуярю, я это не узнаю. Сошел с рев. Точно итог. Анерлонда босс-апост. Жирный какой. Ну-ка, иди сюда. Я думаю, то, что это либо переход тогда получается в Анерлонда. Потому что я надписи не видел, то, что вы типа входите в локацию Анерлонда. Тут причем ты можешь идти обратно в этот замок, откуда, по идее, ты только что вышел, отпиздив этого чувака. Зимняя Анерлонда. Я знаю, что когда зимняя локация, это Анерлонда, но... Все, я понял, где я нахожусь. Приблизительно. Сошел с рев. Там до 2 лестниц и во коридор есть стена. Подожди, подожди. Я пока не врубаюсь, в какой стену ты говоришь. Сейчас давай зачистим тут все. Посмотрим, что есть. Кольцо с темным камнем. Что дает? Поглощение урона от тьмы. Ну, может, когда-то и пригодится. Тут почему-то обратно ты заходишь и можешь наверх идти. Но дело в том, что я еще в подземелье не сходил. Подземелье Иритила, который... Сошел с рев. Спока облуты периметрум, то стена не избежит. Чего? Типа, обойди по периметру. Большой осколок. То эти меня ведут вот вообще туда. Вот по прямой меня ведут. Но мне типа надо еще в этот.
подземелье. Залито. Я внизу с боссом бился. Там вон ящерка тусит. Так, подожди. Что-то вообще просто локации начали расти в геометрической прогрессии. В то время указательный палец. Первый знает. Надо как-то на ту сторону перебраться. И это у нас будет лифт. Он тупо спускается вот сюда. Сошел с рев. Подземелье потом. Проходили тут локацию сцела. Ну, локации можно независимо друг от друга проходить. Вообще, по идее, желательно подземелье пройти. Посмотрим, как пойдет. Если это оскверненная столица, тут, где я бегаю, или, по крайней мере, если я туда, в нее иду, тогда тут будет босс Йорм. До Йорма мне нужно подземелье сходить, потому что там боссов нету. Логично подземелье идти. Ты, типа просто это подземелье бегаешь, там всему удивляешь, и тебе хорошо. Монстр. Понятно. Сошел с рев. Ну как хочешь, но если я рекомендую, что плохо не будет для тебя. Блять. Да не гляди ты до конца, ну твою мать, уебак. Мимик сраный. Если я иду если вот с этой локации я иду в оскверненную столицу, то мне тогда в тупую придется проходить подземелье, просто потому что, блин, мне нужно будет вернуться назад. А после оскверненной столицы ты уже идешь в Анерлонда. Историки говорят, Анерлонда. В первом слове ударение на первый слог, во втором на последний. Анерлонда был выстроен Гвином, правителем богов, который желал укрепить свою власть после эпохи огня. Сошел с рев. Там локация большая, пока подойдешь до босса Йорм. Стрим закончишь. Ну вот, значит, самая логичная тема отсюда прям идти в подземелье, проходить подземелье и потом уже идти вперед по вот этой вот оскверненной столице, чтобы потом добраться до Йорма. И потом уже локация идет Анерлонда. А так ты, получается, проходишь оскверненную столицу, добираешься до Анерлонда, допустим, потом просто делаешь петлю, возвращаешься назад, чтобы пройти просто подземелье. Вот это вот точно не в тему будет. Так что я вот сейчас здесь добегаю. Сошел с рев. А тут босс ближе. Поэтому я сейчас тут добегаю. mr.post. Минутка истории DS3. Все, наконец-то он подох. Забрать предмет. Золотое ритуальное копье. Ну, фигня. Стопудово же фигня. Вот это сейчас я, короче, тему оббегаю. А вот. Потом, не знаю, вот. Серега. Вы уловили суть. Аннер на А, Лондон на О. Да, минутка занимательных историй. Это к чему вообще? Анерлонда. Так, а туда как-то можно попасть? Сошел с рев. Тут рыцарей 5, как во первой части стреляет сагомове стрел. Ничего страшного. Потерпим, так сказать. Главное, что тут этого от костра тут недалеко. Так, я вот Сошел сюда с рев. пришел. Гамове.
Андрей Тихонов. В мимика, пока он в сундуке, кинь талисман охотника на демонов. МБ даст шапку. А вообще у меня есть этот талисман. СРГЗ. Бельта мягкий знак. Лондона последнему. Несите ружье. Да, слушай. А нет, есть дуэльный талисман и есть охотника на нежить. Демоны и нежити разные вещи? По идее, да. Так, где-то тут ящерка должна быть. Вот он. Угу. Андрей Тихонов. На нежить. Нежить. Ну, нежить так нежить. Ладно, будет мимик попадется, я если вспомню, то кину. Ну не шарим мы, ну Сережа. Если попадется, то как-нибудь кину. Так, по идее, что? Это лока Андрей пройден Тихонов. Он полностью. откроется и Теперь. убить легче. В принципе, он и так отлетел, и вроде нормально. Я думаю, что, добежать? Сашо срев. Даст, но и тот лота понадобится кидать много разов, пока шлем сундук упадет. Ну, так тут вообще, в принципе, мимиков не очень там много по игре. Так. Так. Можно, в принципе, забежать вот в этот вот большой зал, ну, в башне. Быстренько там посмотреть какой-нибудь костер и валить уже конкретно в подземелье. Кстати, вон тут еще куча всего не продумано. О, вот он, кто рычал тут. По идее, должен быть где-то костер тут. Потому что у нас тут этот, как его, NPC. Точнее, не NPC, а зареспаунился. Сашо пошли. срев. Тут Боец. двух великане живое. Посмотрим, их может быть даже есть резон вообще пострелять с лука. Серьезно? Еще один ген? Заебись, их два вообще. Сашо срев. Там Костер бабка на спит. самом верху и далеко будет. Что-то не очень хочется с двумя Геннадиями там одновременно сражаться, но придется, скорее всего. Сашо срев. Не бейте пока. Да, я вижу, что не стоит пока на них бросаться. Тем более два штуки, я тут одного-то еле... Сашо срев. Пожалеешь, не бей их. Можно по одному их выманивать и как-то лупить, я не знаю. Я, наверное, вне стрима попробую этих двух крокодилов замочить. Вот. Там, где я спидранил, примерно я тут и оказался. А нет. Ну, тут такой же замес с рыцарями, как Ван Орландо был. Надо в подземелье, короче, топ. А то сейчас чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Так не пойдет. Единственное, что... Я не знаю, у нас зареспаунятся вот эти вот ребята или нет. О, 5, 8. Ну, это надо по ногам мочить. Это надолго. Давай, короче, мы тогда... По идее, великаны не должны больше появляться. Сашо срев. Тут есть как. Заманишь одного и сразу на лестницу, поднимаешься на 10 метров и прыгаешь на голову Саудар. Но нужно кольцо кошку. Сиригаза Маргулис, а что ты думаешь про бой с вивернами? Сашо срев. Да крокодила имел в виду.
До Вивианы надо еще дойти. Она, кстати, тоже каким-то боссом будет. Но вроде считается не очень сложно. Так, ну значит что? По времени мы успеваем вот этого мужика пропердолить. Завалить двух, как-то, если они действительно два. Че уходит? Если действительно, короче, какой-то дикий. Если у нас действительно два великана, мы, короче, успеваем двух этих великанов завалить и добежать до подземелья. Типа того. Как раз до конца стрима. Короче, вот сюда его надо заманить. А, нет, он туда не подойдет. Откуда-то отсюда сигать на него. Подожди. Серега-З. Иоси здесь босс. Толпа попов, они легкие. Я не помню. Угу. И он меня тут же замочил. Тут толпа попов. Нет, толпа попов уже была пройдена. Это дьяконы там глубин или что-то такое. Да, дьяконы глубин это босс. А он уже был пройден. Но они тут тоже, кстати, вот стоят они там. По ребрикам. Серега-З. -1. Да, надо думать, короче говоря, как валить этого здоровенного. Хотя, подожди, с этими великанами я уже бился. Я помню их, то что там просто в ногах у него тусуешь и лупишь по пяткам, все. И типа он отъезжает. Да, у него жира много, но... Давай еще раз к этим мужикам, короче. Сашо срев. Тут даете великане фармиться души, но потом из каждого 7. Убивается с один удар за большой топор. Так, подожди, надо сейчас сначала перевести, что ты написал. Тут эти великаны фармятся души с этих великанов. Но потом из каждого 7 убивается с один удар большой топор. Типа схватить большой топор и шмалять по великанам. Ну, определенно, чтобы их замочить, надо сначала вот этих ребят. Спасибо за donation. Thank you for donation. Поднимите ваши руки вверх. О, подняли. А сиськи-то вот они. Прежде чем валить великанов, по крайней мере, хоть как-то начинать их убивать, надо сначала вот этих вот ребят захерачить. У нас дьяконы глубин. Правда, жирных, по-моему, там не было среди толпы. Но он прикольный. Падает постоянно. Типичный такой жиропас. Сашо срев. У топора есть усилие, но и удар со 2 рук он бьется молнией. И великан погибает только с 1 удар. А какой именно топор ты имеешь в виду? Хер знает, может правда пострелять просто? Да нет, он много не снимает у него. Сашо срев.
Сейчас их можно убить только с Алукста и до стена и стрелять. Ну, это прилично надо будет у него. Хотя, если прямо в башку... Но зато они подохнут стопудово уже, ну как бы, совершенно не травмируя меня. Сашо Срев. Сказал тебе топор будет, когда убьешь босс драконоборцу. А? И про этот топор. Да нахрен я их сейчас так постреляю. Вон я уже половину снес. 3 минуты. Но когда там в церкви, короче, их убиваешь, просто среди ног ему копошишься, и он умирает. Это нормально. Вот. 30, да, где-то. Сколько там выстрелов? Да херня, 4000 мне за него дали. Я как сейчас 2 левела апну. Большой осколок титанита. А чё, кто еще-то встает? Сейчас мы его залегалазим. Сашо Срев. Исчезая серебряное кольцо, ищи в желание. О. Я ему хотя бы ударчик-то нанес мечом. Мечом. Сашо Срев. Тогда души из великану будет 6. Ну, на них фармить что-то такое себе, по-моему. Сашо Срев. Юзи. Серебряное кольца, кстати, у меня нет. По-моему. У меня есть кольцо жадного дракона или что-то такое. Жадного змея. Серебряного кольца нет. Ну, прям в чайник. Не очень то, что он крутится туда-сюда. Чуть-чуть тяжеловато попасть. Это фигня. Он большой, так что похер. Будет не очень, если они заново появляются. Серегазе. Надо душить жадного змея. 2 руками. Сашо Срев. Ею нету ли оно в храм наверху, надо купить ключ за 20 к там место заберешь. Кольцо змея там во сундук. Я купил этот ключ. Я там только нашел душу хранительницы огня. Подожди, а может быть и кольцо? Сейчас, подожди. Серегазе. Неплохо так, если 2 руками. Главное схватиться покрепче за этого змея. Так, смотрим. Кольцо жизни. Нет. Кольцо Эсуса. Нет. 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 Ведьмы. Скорпи. Рубин. Скр, спасибо за donation. Скр. Thank you for donation. На развитие леголазости. Спасибо. Спасибо. С меня Леголас, наверное, должен хороший получиться уже. Сашо Срев. Ха, тогда гнездо птичку есть стена и сундук. Я уже забрал. Забрал, прыгал. Птичку. Птичку прыгал. Все забрал. Оно у меня уже с самого начала игры одето, с первого, практически со второго стрима. Соль-то не в этом. Вот оно. Вот это вот кольцо. А, нет, не то. Ну, короче, вот это кольцо.
Я вот не знаю, вот эти чуваки у нас обратно встают, нет? Скр, 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 спасибо за donation. Скр, 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 thank you for donation. Сошел Тостеру за слив. поддержку. Ей кольцо змея у тебе зачем говоришь, что его нету у тебя, обманул меня и я запутался. Нет, я тебя не обманывал. Ты говоришь про серебряное кольцо, но там дело в том, то, что название этого кольца звучит как серебряное кольцо змея. Ты написал про просто серебряное кольцо. Я ебу, сколько тут должно быть серебряных колец. Сколько золотых. Кольцо змея. Так, отправиться. Давай сначала в храм огня. Для начала. Надо качнуться. Сошел срев. Да оно серебряное. Вот. Димчики. Вунь. Тренд. Welcome home, Ashen One. Джизмску. Desire. Спасибо за набор букв. Very well. Then touch the pig nourish. Серегазе. Колец должно быть минимум на все пальцы. 10 штук плюс ноги. А то на некоторые пальцы можно еще и по 2 кольца надеть. Главное на член не пялить. Так, может быть стойкость все-таки? В какой-то веке-то качнуть. Давай, да, 2 левела. Чуть-чуть поднимется. Сошел срев. Потому что есть и золотое кольцо змея. Оно для дроп. Ну хорошо, я как-нибудь найду. Наверное. Так. Либо, короче, одно из двух. Либо поднимать равномерно стойкость и жизненную силу. Либо сначала жизненную силу до 30-очки догнать, а потом уже стойкость ковырять. Хотя, давай-ка тогда. Равномерно поднимать лучше. Farewell, Ashen One. May the flames. Кстати, Ван Лондон. Серегазе. Моя жена любимая, кстати, носит 2 на 1. Значит, колец много не бывает. Ну вот. Еще их можно Сошел переплавить и спаять в Стоит одно. до 30. Да, я в курсе. Про стойкость, про жизненную силу, про... Сошел срев. Вот это Жизнену такое. до 25. Посмотрим. Посмотрим, как вот мне будет удобнее играть. Если мне будет ловкости не хватать, я и до 50 догоню. А жизненные эти очки жизни могу и на 25 оставить. У меня вот этого, в принципе, жизни уже хватает. А вот ловкости что-то не очень. Так, значит, короче говоря, я должен выползти вот отсюда, в этой локации. mr.toaster. Это что за мандарин получится столько колец? Причем тут мандарины кольца? Чё? Ах ты, сука, рваная. А он, наверное, орал, да? Псих какой. Серегазе. Мне вот ловкости не хватает уже при перепрыгивании луж. Главное, в колодец не ёбнулся. Это будет обидно. Я вот стараюсь уже не прыгать через лужи. Потому что еще у нас, как правило, лужи бывают обледеневшие. Можно поскользнуться прямо возле нее. И пиздануться мордой прямо в лужу. Сошел срев. Не пойдет плохо. Физ. Мощь качнуть до 17-20. Физическую мощь я качал так, как мне нужно. mr.toaster. Мандарин это враг железного человека. А, ну да. И у него там уже какие-то колец было до хрена. Но вообще, фильм же сейчас вышел у Марвел. По кольцам. Серегазе. Кстати, тут бабки с фонарями – это дичь. Они накладывают магию, и жизни сужаются до 10, но не убивают. Лютая дичь.
Угу. Сейчас посмотрим. Они, короче, заклеймить меня решили. Забавные тети. Ха, это враг. Серега. Можно Я прямо так сюда перепрыгивал прибрик. И ногу сломал 3 года назад. Блять. Ах Сошел ты с рельс. гнида ебаная, ты Такие смотри, типа что он мифики. творит. Зато факлуп и ложь во слот. Он, блядь, дощу. просто взял, подбежал меня и столкнул, сука. Такая мразь вообще. Серега. Это вот эти бабки с клеймом. Хорошо, что у меня покелок как раз под рукой. Блять, ты дашь мне добить тебя? Все. Большой волшебный щит. Его типа можно одеть? А, нет, это магия. Сошел с рев. Факел в руку убери. Нет, я не буду его брать в руку. Я его лучше буду потихоньку доставать. Но у меня всегда будет защита под рукой в виде щита. Проходили, знаем, ребята. mr.тостер. Мадера мне, пожалуйста, как откиснешь. Угу. Давай в конце стрима уже тогда. Блять. Потому что у нас игра любит сворачивать. Если ты переходишь с одного, сука, блять. С одного экрана, если переходишь на другого. Там масштабность, с масштабами проблем. Серега. Потихоньку доставай из штанины факел. А еще дальше на краю вославь солнце. Перенесут тебя на остров. Если бы. Но мне уже, короче, позабавила та херня, то что этот пидор взял меня и толкнул в спину, чтобы я упал. Сошел с рев. Имел в виду факел Юзи, когда накидали червяк, и они бегать со факелу в руку. Я в курсе. В курсе про червей, в курсе про факел. Вот этот гондон меня скинул. Сука такая. Ну-ка, выходи, биться будет. Серега. Ссылка. Стернофида тебе админка. Просто мне будет помогать тушить людей. Зачатку. О, бабка. Бабка-штурмовик. mr.тостер. Секрет. Чуть-чуть его не добил. Так, ну мне бы, по идее, вниз вообще. Кстати, типичная фигня насчет того, что мобы забирают у тебя кусок здоровья. Чё, где он? Прям в ухо наорал. Серега. О, мага. Забанить решили. Да нет, на самом деле, ничего никого не решили, так чисто на всякий случай. Для подстраховочки. Надо аккуратно вниз спуститься. mr.тостер. Мдя, так что бойся. Давай-ка мы бабку. Подожди, мне надо, чтобы он бабку смотрел. Бабка, о. Да, и все равно не попал. Зато попал в отличный замес. Вообще все не так сделал. Нет, забаньте Мея. Я тебя прошу. Ломай меня полностью. Ну давай бабку. Давай.
Сошел с рев. Корзинки салута убивает 2 стрел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сучья бабка взяла, мне все жизни забрала. Ну, половинку там мне оставила какую-то. Тут же ей доклеймила, так сказать. Я почему-то вернулся не с полной жизнью. Так, ну давай попробуем сейчас по-быстрому пробежать. Мр.Тостер. Бабка просто запашила. Не, бабка, короче, бабки тут самые лютые. Серега. Пробегаем этих Вот, ребят. сразу ударом бабка всю жизнь не сократила. Давай-ка вот сейчас отсюда прям. Вот где я подох, там и будет. Вот так вот я хотел Серега. долбануть. Бабка. Ска. Бабка. Бабки, бабки, сука, бабки. Пробивает просто. Из толку. Бешеных кормушек. Нахрена понятия не имею. Кормушки потихоньку отъезжают. Мр.Тостер. Камон, это же Козловский. Закозловский, камон. Серега. Дети в клетках. Несмышленыши. Нормально, все не понимают. Впереди группа врагов. По-моему, она уже позади должна быть, разве нет? Многолет. Кстати, у них там много людей-то поместилось, получается, в одну клетку. Так, и тут мы, получается, открываем. А нет. Туда как-то по-другому надо попасть. Ну, давай мы вот отсюда. Получается... Бля. На этих ребят вообще надо как-то быстро реагировать. Иначе они тебя запинают. Они мне еще на кладбище тогда мозги делали. Хватает быстро. Тащит тебя дрючить. Так, ну а как туда попасть? Эти клетки похожи на робот-пылесос. Только сосут плохо. Они похожи на робот-пылесос, который работает на вымет. То есть он не собирает мусор, а наоборот выгребает его. Да, вот не открыть, короче. Ну и хрен с ним. Не очень-то хотелось. По-моему, я здесь уже бегал внизу. Очень клетки камеры, точнее, знакомые. Сошел с рев. Сказал тебе меч на огонь понадобится точно, эти волосатые убиваются за меч на огонь. Кто такие волосатые? Которые тебя хватают? Серега. Туда через другие камеры попадешь. Чуть не замудохала, падла. Я еще весь в червях. Сука какая, а? Хуярит и хуярит, ты Сошел с смотри. рев. Дани. Блять, неохота отъезжать. Потом ключи найдешь. Забей. Чё, а почему, блять, потеря крови, потому что... Потеря крови, потому что на мне черви до хрена висела. Херово. Но, сдается мне, не получится, короче, прямо сейчас всю эту локацию пройти. Так.
Я не знаю, стоит ли вниз сейчас просто может упасть. А, и все, и она меня прижгла, сука. Учишься с попой. Блять, да я не успеваю нахрен за ним. Он какой-то очень ёбнутый. Сошел с рев. Убей одного волосатого самечь на огонь распилить. А, блять. Да, пиздол, меня сейчас захуярит просто в углу Сделай тут-то и заточку, все. на огонь будет счастье. Есть меч заточенный на огонь, но он не прокачан ни хера. Серегазе. Лошадзе. mr.тостер. Отдыхать. Сошел с рев. У него есть клинок на огонь. Папки на огонь не потянут. Хотя... Ну это чисто бэкстеп у нее 270. Ну и пизда мне. Не, это говорит о том, что надо мочиться тем клинком, который тебе удобен. А вот так Сошел вот с рев. охуеешь Ну, просто. есть халя. Сошел с рев. Не сможешь, пользуешь его. Да. Где там в самом конце подох, да? Потеря крови, замечательно. А, точно. Он же все-таки успел на меня еще говна всякого своего накидать. Серегазе. ММ. Слушай публику. Познаешь цену. Сошел с рев. Ловкость ли нужно качать для катана? Ну так вот, типа, блядь. С этого и надо было начинать, то что сначала ты качаешь Серегазе Маргулис. ловкость, а Сегодня потом я хватаешь катану. Лошадь. Сначала ты потому что должен так и делать. Сначала качать ловкость, а потом уже катану хватать в руки. Можно было бы что-нибудь другое зачаровать, кстати, на огонь. Что-нибудь поэффективнее этой катаны. Да вы задолбали. Не. mr.тостер. Это не катана, это пути катана. Не, ути-пути я, по-моему, продал вообще. Срался на мне 300 лет. Ну вот, прогресс пошел. Главное пробежать тюрьму. Но она длинная. Так вот, а в какую сторону? Что-то я не совсем понимаю, как она устроена. mr.тостер. Так она и называется, пути катаны. Причем я все время... Вот тут я внизу, допустим, нахожусь. Здесь подъема я не вижу. Серегазе. Там далее короткий путь через лифт будет. Странно. Никакого лифта я вообще не видел. Вот здесь я был. Бабку видел. А когда вот эти мобы начали у меня здоровье отнимать? Да я тупо между ними в замес попадаю. Меня бабка, сука, травит еще и не пускает никуда.
какая-то еботина, короче. Отстойная локация. Серега, забей на бабки. Они не говны в жизни. Беги, ищи короткий путь от костра. Да как где? mr.tost. Просто бутерброд. Где искать-то этот путь? Я, по-моему, вот я сейчас на первом этаже типа все оббежал. Сейчас на втором, если поднимусь, я тоже типа почти все оббежал. Ну вот просто, допустим, хер с ним с бабкой, но сейчас мы ее завалим. Там мы многолеты положим тут, ну, всех дел. Кстати, он меня в этом положении не трогает вообще. Сошел с риф. Есть короткий путь, но ключ в камеру наверх, и там решетку одно сзади бочки. А все, пизда. Серега, Я в текстурах попал. карты мне не подсказывает. Иди по наитию. Я в текстурах застрял. Сошел с риф. Окно. Я застрял в текстурах. Да, никак ничего не двигается. Ебаный, да, бля? Вот так вот проходишь. Сошел с риф. Вти из игру. Мы уже не будем делать в Ти из игру. Будем заканчивать стрим. Все. Это Да. знак. На сегодня все, завтра будем продолжать. Также в 6. Ну, я знаю. mr.toaster. Эмоцию пробуй. Думаешь, поможет? Подожди, вот это кажется. Нет. Давай все по очереди посмотрим. Нет. Тоже нет, потому что он стоит на месте. Если бы они еще хоть как-то работали, эти эмоции быть. Не, все, я плотно застрял в текстурах. Максимум, я думаю, вот это должна была помочь. А только такие есть. Я не знаю, может быть, они... Вот еще какие-то есть. Вот, подожди. Да ну, нет, все, я в текстурах, это рестарт игры, нахуй. Не более того. Хотя, подожди, вот что-то такое есть, короче. Куда там цепляется за какую-то. Ладно, завтра в пизду, короче, уже этот, тюрьму закончим. Не вижу смысла запускать на 10 минут. Ладно, ребят, всем спасибо за поддержку. Серега, отдельное спасибо за донаты. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайкосы. Всем удачи, ребята, и пока.